Девочки, мальчики, ну что, я вас приветствую в основных пространствах нейроведьмы. И сегодня состоится долгожданный прогноз, который мы ждали. Хочется, конечно, чтобы следующий год был проще. Проще, чем, собственно, тот, который был. Но если помните, на 23-й, я что-то запуталась, я делала расклад, что хорошего принесет. А вот здесь вот мы сделаем полный расклад, потому что, ну, всякое же может быть. И опять же, год ожидается достаточно мощный, год дракона. И я еще запустила в своем там приватном телеграм-канале голосование, на какой колоде вы хотите, чтобы я сделала расклад. У меня на самом деле есть два фаворита. Вот. Это не то, что там голосуй, это проиграешь, потому что я хотела снять на колоде, которая называется «Дети Литы». Отличная колода, показалась себя в работе. Вот. И поскольку она же у нас очень четко иллюстрирует времена года, я думаю, что прогноз на ней тоже хорошо бы сделать, но я думаю, что мы тогда задействуем ее в каких-то еще других раскладах, может, в шортсах, потому что она очень говорящая относительно событий. Но вам полюбилась вот эта колода. Да, она создана искусственным интеллектом, но настолько мощная, настолько уже оживленная, живая, что вот вы хотите на змеях, змея аналог дракона, гон дракона, и как-то вот все совпало. Да, немножко, ну как это сказать, немножко, наверное, рискуя, делая расклад на этой колоде, потому что 100% какая-то будет мощная достаточно история. Вот. Мощные истории, знаете, не переворачивают мир. Но с другой стороны, если каждый из вас, как вам кажется, достоин судьбы, которая может перевернуть мир, или вы готовы, что мир перевернется, что, может быть, вы готовы выйти из каких-то старых шаблонов, знаете ли, пламя дракона может, вот, собственно, все это сжигать, да, сжигать устаревшие сценарии, сжигать ощущение, что я не хочу, не могу проявляться, потому что дракон будет спрашивать достаточно строго. Я еще посмеялась как бы над тем, что когда спрашивала, как же вы собираетесь отмечать там Новый год, там многие там блески, перья, стразы, кому-то вот это все не идет, и как-то, ну а что, вот есть какие-то другие варианты? Я вообще вот, ну, предполагаю, что если ты сам дракон, да пофиг вообще, в чем ты его встречать будешь, что будет на твоем столе, с кем и прочее. Потому что сам по себе год дракона – это про то, что вы диктуете правила, да, вы сами себе иерофанты, смерти, дьявол и прочее. И мы можем, ну как вам сказать, вот этот прогноз, он, правда, может откорректировать энергии. Я призываю не воспринимать все то, что вы увидите, услышите на 100% гарантию для вас, потому что будущее всегда вариативно. Если вы видите, что там ситуация плывет как бы, да, не так, как вам бы хотелось, где-то против течения, потому что как бы время же тоже у нас разное с вами, да, у всех. И, ну, и, там, и событийный ряд, конечно же, это всегда можно откорректировать. Да, есть и корректирующее таро, есть огромное количество всяких аффирмаций, трансформаций, изменений мышления. То есть любую ситуацию, по сути, можно предотвратить. Ничего, никакого будущего нет четкого. Ну, есть, конечно, там линии на ладони, я в это верю. Я сама себе заказывала там прогноз там хиромантов. Вот. Да, есть как бы уважаемые, это в моей среде, прям привет передаю. На самом деле, знаете, я вот чувствую себя счастливым человеком, потому что то окружение, которое формируется вокруг меня, моя прекрасная аудитория, которая приносит мне инсайты, вот, это, наверное, тоже какой-то внутренний момент счастья и богатства, потому что быть богатыми людьми, которые действительно умные, развиваются, и у которых очень классные результаты, потому что они не забили на себя, да, потому что здесь есть действительно желание прожить яркую жизнь, это будет очень-очень круто. Да, и, конечно, я не могу там вывесить всех вас там на доску почета. Помните, как это раньше было модно, да, там лучший работник месяца, года, типа вот это там Наталья Сергеевна, здесь там, не знаю, что, какой-то Нижнего Тагила. И вот она в этом месяце так круто трансформировалась, что выгнала мужа алкоголика, знаете. А на самом деле огромное количество отзывов я получаю, что у вас что-то меняется в жизни. Я так понимаю, что, наверное, потому что выравнивается энергетика, все уже появляется, да, там любовь к себе, сжигаются какие-то травматические ситуации, потому что мы с вами разными способами пытаемся это делать, и все же как бы, да, все идет к очищению. И учитывая, что Новый год, это же с нового листа все,
Вот. Год был достаточно сложный, и давайте все же надеяться, что следующий будет попроще, да, попроще, потому что мы уже учимся, и многие из вас умеют управлять энергией, а это значит, что если мы правильно научимся ее раскручивать, то, по сути, нам с вами все по плечу. Что бы там ни случилось, как что раскручивать, соответственно, как ярко проявляться, есть проекты, да, в которых я продолжаю с вами оставаться, это проживание старших, младших арканов, и манифест, на который я сейчас делаю ставку, вот, потому что он в процессе, я его пишу и формирую именно под ваши там желания, задания, вселенной, наверное, еще что-то, вот. И поэтому, да, это интересно, и мы как бы вступаем в Новый год с нашим новым там детищем, с нашим новым проектом. Сейчас будет еще написаться 5 глава, она будет безумно интересна, не менее интересна, чем 4. Потому что мне кажется, что мир магии, он вообще такой, знаете, неизученный, и когда ты вплетаешь еще нюансы антропологии все же, и культуры, и ты начинаешь понимать, как это встраивать в материальный мир без, знаете, как без фактов, без доказательств, без вот этой, как это сказать, когда у нас нет ни фактов, ни доказательств, у нас есть только отлетевшееся вот ощущение, что я вижу этот поток. А как бы это все работает, не совсем понятно. Вот моя задача объяснить, как это все работает, да, когда это безопасно, когда небезопасно, да, и что это такое. То есть мы расставляем в моем любимом жанре амплуа, да, все точки над «и». Вот, поэтому, в принципе, если вы остаетесь там со мной и моими проектами, то действительно, мне кажется, что 24-й будет легче, потому что в моих проектах я не даю вам чужие опоры, вы свои отстраиваете. И это значит, что вы потом, когда что-то уйдете, что-то, например, вы там проживете, что-то вам там, допустим, не совпадет и так далее, и эти опоры, они уйдут с вами, понимаете, они не останутся. То есть вы не опираетесь на меня. И это самый важный момент, что я вам ничего не навязываю. Мне, как бы, знаете, в карму прилетело за манию величия, если все что-то кому-то навязывала. Вот. Собственно, вот такая история, поэтому, наверное, все должны, да, поздравить с наступившим. Уж не знаю, вы смотрите перед там или уже после, вот. У меня, знаете, больше, наверное, продолжается какой-то уже формат каких-то более рабочих будней, потому что я привыкла раньше праздновать Новый год. Понятно, что это такой очень мощный для праздник, но как бы люди живут в разных часовых поясах, соответственно, люди живут в разных традициях. Это я пожила и там, и здесь, учитывая, что я такая, знаете, это человек мира, как меня многие называют. Вот. Я действительно попробовала на вкус разные традиции, что-то вот для себя понимаю, принимаю, да, что-то вот мое, не мое, но я стараюсь на самом деле как бы праздновать все, да, по возможности, потому что если тебе жизнь дает какие-то возможности праздников, если жизнь тебе дает возможности изучения иных культур, да, это нужно все брать. Ты никогда не знаешь, где и когда пригодится, но при этом у тебя увеличивается твое энергетическое пространство, да, твой уровень эмоционального интеллекта, да, твой уровень запросов, и как-то, знаете ли, качество жизни, оно в любом случае становится выше. И, наверное, хочу подарить вам универсальное пожелание, это очень важный момент, адекватности, да, здоровья и не бойтесь впустить счастье. Вот это очень важно. Потому что есть такое, что я боюсь, что вот счастье придет в мою жизнь, а я его потеряю. Или там я недостойна, или у меня его отберут. Вот не бойтесь впустить. Впустить и удерживать его в себе. И тогда, знаете ли, жизнь чудным образом меняется. Поэтому, наверное, давайте настраиваться на счастье, да, пристегнулись, полетели. Выбирайте камень-проводник и посмотрим, что же приготовит для вас в следующий год. Первый камень зеленый, второй оранжевый, третий синий. Так, наверное, в инфобоксе на начало вашего видео, а также, собственно, да, ссылки на наши проекты, так что можете сделать себе очень крутой новогодний подарок, да, прям прыгнуть в эту же нору кроличью. Понять, что мир не будет прежним больше никогда. А поскольку он меняется, да, нам нужно учиться жить в новом мире. И дракон, то есть нам покажет, собственно, да, кто дракон, а кого съедят. Вот мне очень хочется, чтобы в большинстве своем все же оказались драконами. Давайте смотреть, что же подарит нам год. Ну что, Денечки, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами.
Я, конечно, хотела разложить вам еще вот в каких-то этих новогодних традициях, а потом подумала, что это будет нас отвлекать. Но вообще, на самом деле, есть ощущение, что во многом год пройдет под энергиями императрицы, неважно, мужчина смотрит или нет, потому что вот мне вот она немножечко так, да, фонит здесь вот в колоде. Это хорошо на самом деле, потому что это про плодородие, это про какие-то переходные циклы. Итак, что на дне колоды? Давайте, с какими энергиями вы ходите в следующий год? Ну, перевернутая королева жезлов, да, есть ощущение, что мы действительно ждем влияния дракона, потому что хочется уже проявиться в полную мощь, да. Я, кстати, вот читала ваши комментарии, вот, пишите отзывы там о проектах, и прекрасная женщина написала мне о том, что я проявилась, я там танцевала на корпоративе, кто-то еще что-то, девчонки свои селфи там скидывают, я смотрю, как энергия поменялась за год. Ну, тем более, знаете, есть функция в телефонах, когда можно посмотреть, да, каким ты заходил в этом год, каким ты выходишь. И вот на самом деле есть ощущение, что в 2023 году вы что-то не доделали, вы не до конца проявились, да, потому что, ну, сама по себе энергия королевы жезлов, вот чуть-чуть еще, и я выхожу в это состояние, да, чуть-чуть. Ну, может быть, немножко подсдулись к концу года. Окей, давайте смотреть. Всякое может быть, правда. И это не самый плохой показатель, что вы подсдулись, потому что есть ощущение, что вы как будто ставите очень высокую планку для себя и для мира в целом, да. И вот какой-то момент перфекционизма, он, правда, не дает получать удовольствие от каких-то простых, понятных вещей, да, то есть вот это, как вот, знаете, называется бытовая магия, да, нафиячила и кайфанула, а для вас это уже какая-то привычная история, вам хочется каких-то запредельных высот. Ну вот, селфмейдихи, да, меня смотреть будут. Давайте, зима ваша. Ваша зима. Сначала, в общем, 3 карты, которые показывают нам общую тенденцию зимы. Собственно, передаю привет тем, кто проживание арканов и сейчас пьет безалкогольное шампанское. Вдруг вы меня тут смотрите, да? Когда необходимо заедать эмоции бутербродами и запивать шампанским, а вот типа нельзя. Ну, молодцы, что могу сказать. Это классно. Давайте, тенденция зимы. То есть у нас, смотрите, январь, как бы февраль. Ну, наверное, уже март мы будем... Ну, ладно, давайте, для кого-то еще и совсем зимние месяцы. Декабрь мы не рассматриваем, потому что это переходный период. Давайте. Что в январе там? Что в январе? А вот смотрите, как интересно, потому что, во-первых, могут раскрываться какие-то новые пути. Вообще, сама по себе карта, она рекомендует поездки, да, поездки, которые могут там касаться, не знаю, позвоните маме, там, съездите в гости, например, да, потому что вы, например, в большом городе и совсем там забыли, что какие-то родные вайбы, вот, они вам нужны, потому что колесо фортуны на самом деле еще может означать резкий поворот судьбы, да, но поскольку мы работаем с вами в прямых позициях, вот явно, знаете, дракон прям показывает, что что-то произойдет интересное для вас в январе, да, интересное колесо фортуны, скорее всего, дорога, наверное, да, колесо, вот. Может быть, откроются какие-то дороги. Сейчас посмотрю еще, о чем колесо фортуны. Ух ты, отличный на самом деле январь, не просрите. Я даже ничего не хочу здесь, ну, как-то, знаете, это вам выкладывать дальше, потому что можете прям помедитировать на прекрасный январь, который должен случай, соответственно, для вас. Вот ощущение, знаете, что все как будто становится на свои места немножко, что вы как к себе возвращаетесь, и при этом это дает вам энергию. Прикольно. Ну, видите, обратите внимание еще, что вот для вас, вероятно, я не знаю, может быть, это зодиакальный, может, еще как-то вы там по каким-то своим типологиям смотрите. Очень важный месяц. Очень важный месяц, потому что 2 старших аркана, 2 очень мощных старших аркана, понимаете? Здесь по Солнцу, скорее всего, колесо фортуны действительно готово знаете, как повернуться в то положение, да, где вас уже могут оценить по достоинству, да, может быть, это какая-то, может, новая работа после праздников, да, может, вы блистать будете там весь январь, как знать, но каждый хороший, это нормально. При этом я не могу сказать, что вы на каком-то чили-расслабоне, знаете, поедаете оливье там или что-то еще, потому что здесь есть активная деятельность, да, как будто вот раз, резко все начинает раскручиваться. Ну что же, давайте смотреть для вас февраль, все уже активный очень январь, смотрите.
Февраль. Февраль — период влюбленности. Действительно, может быть, здесь есть какие-то поклонники, да, которые могут устроить какой-то сюрприз там на День Валентина. Может быть, это ваша какая-то влюбленность. Ну вот, может, вы узнаете, что вы беременны, знаете, в феврале. Потому что как бы паш чаш — это такая карта, ну что, вы знаете, будут такие прям новогодние праздники яркие, как знать, да? Это момент фертильности еще. Вот. И как бы сама по себе достаточно неплохая, да, это такое, то есть мы успокаиваемся после очень активного января, да, чуть-чуть вот в таком в чиле, да, паш чаш. Ну, какая-то, знаете, энергия, которая сильно не разворачивается, да, но она, наверное, про вот какие-то обнимашки, оно про сентиментальность, понимаете, оно про действительно, может быть, новые какие-то желания чуть-чуть смягчить свою энергию, да, потому что здесь, смотрите, по январю прям вы как вот рветесь, короче, вперед, да, может быть, это действительно нужно прям что-то успеть сделать, а вот как раз у нас февраль, он больше на каком-то чиле, он больше на каком-то расслабоне по пажу чаш. Такое достаточно спокойное время. Достаточно спокойное время, оно еще, знаете, такое может быть вот как вот немножко в негативном контексте, когда мы, например, там ожидаем, что могут произойти как бы достаточно яркие события, да, а яркие события уж не всегда положительные, просто вот то, что мы не можем изменить, да, и в какой-то момент мы просто устали бороться, мы немножко сложили лапки, но мы не утонули, понимаете, да, а мы не пошли ко дну, а ощущение, что нас просто вот бережно подхватывают эти руки, да, и выносят, как я говорю, либо на необитаемый остров, и там что-то новое начинается, либо просто вот в колыбели как бы жизни. Может быть, это действительно просьба, знаете, мира, да, просто взять вас на ручки, и мир начинает показывать вообще, что есть люди, которые хотят о вас заботиться, и вы так немножко, как кот сытый, знаете, так прям на коленках дремлете у мира, а вас гладит. Чего, хорошая энергия вполне. Ну что же нам принесет март? Март. Слушайте, тоже неплохой, кстати, для вас месяц, потому что это взаимодействие по тройке пентаклей, да, это могут быть рабочие процессы, это действительно, знаете, если вы, например, как бы в феврале период влюбленности, потому что есть ощущение, что я прям вангую вам либо какие-то новые отношения, либо какие-то новые проекты, но в которые вы эмоционально вкладываете. Здесь много вот все-таки, знаете, видите, кубковая энергия-то есть, это же что-то вас эмоционально там включает. Вот. Ну, тройка пентаклей очень часто это новая работа. Это, смотрите, как интересно, да, что вот этот факир управляет этой змеей, но есть ощущение вот именно в этой колоде, что они на равных, понимаете? Вот, поэтому это сотрудничество. Разное может быть. У кого-то отношения, да, у кого-то рабочие какие-то процессы, но я сейчас немножко вам сферу хочу дополнить. О чем? Да непонятно, кстати, непонятно. Но, по крайней мере, смотрите, есть ощущение, что вас видно, что дракон начинает вас показывать, да, обратите внимание. Да, может быть, это правда вот прям желание каких-то полноценных долгосрочных союзов, отношений, потому что это любой способ коммуникации, не только там про личную жизнь. Слушайте, какая все же интересная у нас получается с вами насыщенная зима, да, и чуть-чуть вот у нас, видимо, начало весны. Что же нам принесет апрель, да? Давайте смотреть. Ну что же, давайте смотреть, что же нам принесет апрель. Май, да, и смотрим июнь. И смотрим с вами июнь месяц. Окей, что же нам принесет апрель? Да, месяц, когда распускаются подснежники. Посмотрите, как у вас очень интересно идет год, и этот год идет про сотрудничество, союз, взаимоотношения. Да? Посмотрите, как у нас все-таки с началом весны начинает разворачиваться энергия жезлов. Энергия жезлов — это же всегда у нас вот эти, знаете, медальки, достижения. Это либо какая-то карьерная история, либо действительно, может быть, ваши отношения начинают разворачиваться уже в плюс. Вот у меня ощущение все же, что вот, смотрите, само вот по себе начало
года, и плюс мы уже до апреля с вами дошли, вот относительно вот этих вот всех драконьих историй, оно для вас мощное. Вполне возможно, что вы вот попадаете под какую-то, ну не знаю, привилегию дракона, потому что посмотрите, как он нам очень ярко подсвечивает, да, начало года. Да, тройка жезлов. Слушайте, карта бизнесовая, карта, опять же, что у нас там может быть? В принципе, знаете, для меня очень похожа энергия, что в тройке пентаклей, да, что в тройке жезлов. Только смотрите, в тройке пентаклей это только самое начало, и у нас есть энергия на рост, да, и получается, что мы продолжаем с вами же непосредственно в апреле, да, и вот как бы тройка жезлов, это уже, смотрите, какие-то новые пути, новые какие-то перспективы развития могут быть. Что у нас еще по тройке жезлов? Ну, как правило, знаете, вот в этой карте редко человек остается один, потому что есть какая-то команда. О чем здесь тройка жезлов, да, в какой сфере это все реализуется? Смотрите, а здесь будет, скорее всего, какая-то перестройка, да, перестройка либо взаимоотношений, либо рабочих каких-то процессов, потому что, ну, не пугайтесь, как бы карта башни, я сейчас посмотрю еще. Тут, скорее всего, смотрите, например, если у вас был прописан бизнес-план, и мы начинаем вот так вот как-то действовать по этому бизнес-плану, есть ощущение, что в какой-то момент, типа, нет, все пропало, короче, да, мы переделываем, или там не приняли какой-то проект, не приняли там какой-то бизнес-план, что-то не срослось, я не знаю, или там пошли, например, в отношения с кем-то, да, но вы пошли в состояние своих иллюзий, а эти иллюзии не оправдываются. И здесь происходит прояснение ситуации. Сейчас посмотрю относительно чего башня. То есть, с одной стороны, конечно, у нас крушение планов, да, как бы апрель месяц. То есть месяц как бы сам по себе достаточно яркий на энергии, но вот такой, смотрите, перестраивающий, да, что-то. О чем здесь башня, да, то есть на что мы обращаем внимание? Ну вот, наверное, то, о чем сказала ранее, да, то есть, с одной стороны, по пятерке жезлов это карта конфликтов, но я так думаю, что просто с астрологической точки зрения месяц что-то не ок для вас, да, по пятерке жезлов. Что у нас еще здесь может быть? Ну, напоминаю вообще, как бы, что пятерка жезлов это немножко такие как бы конфликты, конкуренции, соревнования. Что касается, например, бизнес-процессов, если мы рассматриваем, то, может быть, на рынке появляется, знаете, сильный конкурент, как бы, а вы понимаете, что у вас мощностей не хватает условно, да? А если это взаимоотношения, то, может быть, конечно, вам там придется побороться со своим мужчиной или женщину, потому что, видимо, что-то у нас появляется на горизонте. Сейчас еще одну карту вытащу, потому что я хочу дополнить относительно чего соперничество. Ну, соперничество, правосудие. Ого, не, слушайте, это битва какая-то за планы ваши, да, то есть я достоин или я недостоин, то есть вот здесь идет момент расширения. Запомните, пожалуйста, что апрель месяц это момент расширения, и вот этот момент расширения все же это про проверку ваших, наверное, сил, вашей выносливости, смогу ли я взять, да, потому что здесь, правда, могут вылазить всякие травматические истории, то есть, смотрите, вот у вас большая такая гора, большой такой Эверест личный, и мы рассчитываем свои силы, да, и бывает такое, что мы немножко не в коннекте с собой, там, со своим телом, да, со своей головушкой, и у нас, знаете, как завышенные ожидания относительно себя, а потом ты на полпути понимаешь, что ты выдыхаешься, и при этом вершина остается непокоренной, соответственно, а ты такой вот, надо брать, надо взять эту витрину. И такой, знаешь, ползешь на издыхании. Здесь вот просто нужно понимать, соизмерить свои силы. Ты вот реально как бы вот это тянешь там или не тянешь. Или, знаешь, бывает наоборот такое, что тебе хочется Эверест, а потом ты понимаешь, что это маленькое такое холмик, мне вот неинтересно, но вроде как это же мой выбор, да? Могу ли я что-то перевыбрать другое там или от чего-то отказаться? Вот видите, какие интересные процессы у нас с вами в апреле происходит. Окей, а что мы смотрим с вами дальше? Май? О чем для нас май? Ого! Восьмерка пентаклей. Это, знаете, своего рода вот первый сбор, наверное, урожая, да, то, что вот вы, как это сказать, посеяли полгода назад. Я немножко такими астрологическими там нюансами разговариваю сейчас с вами, ну, может быть, что-то, знаете, совпадет там на небе, потому что я сейчас не сильна в астрологии, но я знаю, например, что что-то там, что закладывается, какие-то желания и так далее, мы результат там получаем через полгода. И вот смотрите, у вас как раз май – это вот эта точка, где вы получаете
определенный результат по 8 пентаклей. То есть нам показывают, в чем мы классные, да, в чем мы мастера, да, или о чем мы думали на протяжении там какого-то времени. То есть вот смотрите, получается, вполне возможно в январе сейчас должны закладывать какое-то намерение, которое может начинать реализовываться к маю, например, да. Сколько у нас месяцев проходит? Январь, февраль, март, апрель, май. Ну, плюс-минус там 5 месяцев, там 6, может быть, у нас дальше, да, что-то еще будет в июне. Вот. Ну, давайте посмотрим, относительно чего 8 пентаклей. Потому что рожать-то еще уж рано, да, если забеременели в феврале. Ладно. О чем 8 пентаклей? Ну, вот видите, яйца это вынесены, карта мастерства-то вообще все же. 8 пентаклей, королева мечей. О, классно. Вот здесь вот на самом деле мы принимаем очень жесткое решение. Ну, смотрите, вот здесь вот, если это все-таки ситуация, которая касается отношений там, или каких-то проектов, которые начинались в начале года, и пока, наверное, конфетно-цветочно-букетный, или пока, значит, вы были на новом месте работы, вот здесь вот уже вы наглеете. Наглеете по-хорошему, потому что вас начинает что-то не устраивать, да, и вы пытаетесь как бы ситуацию все же там как-то проломить. Вот. Ну, хорошим, да, кто-то там мягким способом, кто-то жестким достаточно, потому что вот мы отставим все место под солнце, и вполне возможно, если мы все правильно делаем, то есть, ну, как вам сказать, сдаются на милость победителя. Вот видите, как все-таки дракон разрешает проявляться тем, кто этого достоин, кто уже накопил какие-то скиллы, навыки, да, и кто не боится, потому что он понимает, что либо я, там, либо меня, да. И получается, что май месяц, да, смотрите, здесь, тут я, конечно, не вижу пока вот энергии справедливости, что вы там на своем месте, но вот обратите внимание, как бы, да, что это. Либо вы вот эта королева мечей, да, либо, соответственно, здесь какая-то королева мечей может прийти, да и прийти при этом наготово. Я сейчас посмотрю, в чем здесь вот эта королева мечей. Либо, слушайте, вот мы же начинаем с вами, в принципе, в расширение идти. И вот здесь вот следующий месяц как бы показывает, что насколько как бы вам сложно, потому что придется на самом деле грохнуть реальность, да? Что-то у нас отживает. Может быть, придется выйти из вот этих отношений, там, да, и союзов, которые начались. Потому что благо, что вы как бы понимаете, что они в чем-то пока еще ненадежны. Ну, то есть это нормальная ситуация по карте смерти. Да, что-то может не случиться, да, что-то вот, ну вот, все правильно, как бы все, знаете, логично происходит, потому что, вероятно, смотрите, у нас с начала зимы мы себя мощно-мощно качаем, у нас начинают происходить результаты уже ближе к весне, получается, как бы 6 мечей сама по себе карта неоднозначная, потому что она может означать и уход из отношений, как бы переход на следующий уровень, переезд и прочее, да, то есть мы вспоминаем, что как бы 6 мечей это когда нас вот условно там перевозят, в общем, на другой берег. И я надеюсь, что это никак не связано с событиями в мире, потому что я вот эту тему, знаете, не хочу затрагивать. Это очень такая, знаете, скользкий момент. Но вот, наверное, вот есть какой-то момент перехода. При этом достаточно резкий, поэтому больше у меня ощущение, что ваш вот этот дракон, смотрите, прям просыпается, вылупляется из яиц, ну потому что вы накопили силы для какого-то финального рывка, и он должен происходить. То есть смотрите, здесь получается, что мы копим силы вот первую половину года, а начинаем действовать ближе ко второй, понимаете? Ближе ко второй. Так, о чем мы еще с вами говорим? Следующий месяц, наверное, смотреть, да? Январь, февраль, март, апрель, май. Что у нас ждет нас в начале лета? В начале лета, ой, ну тут вот 9 мечей. Начало лета, ну понятно, что по вот этой карте нам показывает, что оно сложновато. Это, конечно, у нас начало лета. Давайте смотреть, почему. Потому что 9 мечей это что-то уже отжившее совсем. Или, понимаете, то пекло, в которое необходимо шагнуть, да, то есть какая-то миссия, чтобы уже бросить это кольцо там Саурона, да, и потом уже возвратиться уже в родное обитание. Слушайте, реально прям путь героя. Вы проходите по первому варианту. Так, о чем здесь 9 мечей? Какой сферы касается? 7 мечей. Интересно. Тут вот если вы сами себя предавали, это ладно. А то, что вы там предательство переживаете, вам все хочется разрушить, тоже, знаете ли, такая интересная история.
Девятка мечей, семерка мечей. Наверное, все-таки это про то, что придется пойти в свои страхи. Сейчас посмотрю, чего касается, но ощущение, что это накручивание. Это накручивание, и чтобы этого накручивания как бы не было, да, вам вот как реальность показывают, как она есть, да. Давайте смотреть, чего касается. Как вы выходите из иллюзий. Вот девочки, мальчики, девочка, преимущество такое ощущение, что вот лето вам, начало лета, да, познать разные грани любви все же, да, разные грани любви. Такое вот ощущение, что я не хочу больше с этим мириться, да, и я вот понимаю, что мне нужно идти дальше. Ну ладно, давайте смотреть. Июнь, да? Сейчас я сложу карты. И начнем, наверное, с июля, да? Июля. Окей. Я, знаете, как будто не даю еще каким-то событиям случиться, потому что убираю те карты, которые у нас участвовали в раскладе. Итак. Июль, да, август и сентябрь. И сентябрь. Ну, я потом переверну карту. Хорошо, что приносит нам июль? Вот. В июле, скорее всего, это вот состояние, знаете, вот от медитации, созерцания и прочего. Потому что отшельник. Жаркий месяц года, а вы тут, смотрите, в отшельнике находитесь, да, и что делаете? А нормально вот начинаете растить, отращивать эту императрицу, потому что это действительно может быть какой-то либо развод, да, либо, может быть, это предыдущее какое-то увольнение, сейчас нужно просто перевести себя в порядок, да, то есть на самом деле, смотрите, как бы, вот, июль это про то, что мы приводим себя в порядочек мы приводим, отличное время. Ну, смотри, и здесь вот вполне возможно надо понять, что можно быть королевой Пентаклей без короля Пентаклей, потому что я вот здесь как бы рядом не вижу, это, наверное, какой-то, знаете, вот момент женских мощных трансформаций, Ну, вот так вот. Так, хорошо, август. Угу. Что у нас приносит август? Скорее всего, какие-то траты. Может быть, это отток денег. Ну, вот надо, понимаете. Может, деньгами кому-то надо помогать. Сейчас посмотрим. На чем здесь двойка пентаклей. Рыцарь пентаклей. Ну, слушайте, может, у вас это... два мужчины? Или у кого-то две женщины? Потому что, опять же, смотрите, вот рыцарь пентаклей... Такое ощущение, что мы куда-то надолго вкладываемся, и то есть мы понимаем, что нам нужно сюда либо копить деньги, у меня почему-то ощущение, что может это учеба какая-то, да, может ваши дети там поступают куда-нибудь, и мы примериваем, знаете, нам хватит денег на какой-то вот путь или нет, давайте смотреть, с чем связано. На свое желание, наверное, смотрите. Да, на свое желание. То есть я этого очень давно хочу, да, но вот как бы пятерка пентаклей подразумевает, а денег у меня недостаточно на то, что я хочу. Давайте тогда я сразу беру совет от карт, что мы делаем, потому что здесь, правда, вот мы можем считать, что вот видим какое-то глобальное желание, да, а денег пока не хватает. Денег пока не хватает. Смотрите, мир шестерка чаш. У меня ощущение, что это либо про какой-то переезд, то есть, смотрите, это планирование. Планирование какой-то прям совсем новой жизни. То есть вот вы выходите из вот этих вот всех своих, да, как это сказать, перипетий жизненных, да, и начинается новое планирование. А вот новое планирование, смотрите, это карта мира, да, и шестерка чаш. Это то, чего вы всегда хотели, да, то, что действительно сейчас, ну, как бы может вырываться именно из вашего, то, чего душа хочет, по идее. Да, но на это нужны либо какие-то деньги, либо ресурсы, либо связи, и вы начинаете об этом задумываться, да, вот август месяц. Что касается сентября,
что касается сентября. А у вас, кстати, появляется возможность, потихоньку начинать воплощать эти свои желания, чтобы вот он свет в конце тоннеля. Понимаете? Вот он свет в конце тоннеля. Семерка жезлов, в этом случае она неплохая карта. Семерка жезлов и карта Луны. То есть, смотрите, когда еще путь не нарисовался, я называю, знаете, когда путь не указанный на карте, да, потому что вот она как бы карта Луны. Но ощущение, что тебя, знаешь, высшие силы ведут, что вот то, что ты делаешь, это правильно, ты будешь пересматривать вот этот расклад, да, и ты вот поймешь, что меня же куда-то зовет сердце, да, это же правильно. Абсолютно, потому что, может казаться, что мне не надо это делать, но это какая-то новая энергия, это свежая энергия, это может быть, смотри, какое-то свежее общение, да, и тебя туда засасывает буквально как в воронку, потому что, ты начинаешь все силы туда направлять, А к чему это должно привести? Смотри, это должно привести к трансформации энергии, да, по королеве чаш. Может, это любовь, понимаешь? Ты встретишь новую любовь. Тогда, когда кажется, что сердце уже все разбито и не будет никогда восстановлено, потому что десятка мечей, мы уже переживали какие-то предательства, соответственно. А здесь, кстати, может еще случиться возвращение бывшего, но уже, собственно, знаешь, как на новых началах. Где человек на самом деле намерен добиваться, а ты как-то уже сильно не хочешь. Ладно, давайте смотреть дальше. Так, сентябрь. Посмотри, какой насыщенный событиями год. Да? Сентябрь. Ну что, октябрь, ноябрь и декабрь. Октябрь, ноябрь и декабрь. Так, октябрь о чем для нас? Мне кажется, что я все же смешала, да, колоду? Ну да, значит, видимо, нам нужны эти карты. Ну чего, октябрь, хорошая карта, десятка пентаклей. С одной стороны, смотрите, это пик, да, потому что десятка — это у нас накопленный потенциал. Но вообще, на самом деле, карта абсолютно семейная, и карта прибыли, и, собственно, карта денег. Хорошая карта. Да, это про деньги, ребят, это все хорошо. То, как я хотела, то, как я мечтала, вот это у меня есть. Боже, а тут прям хорошо все, потому что, опять же, может быть, это повышение королю жезлов, то есть здесь нужно возглавить, но при этом я хочу сказать, что это ваш триумф, понимаете? Это ваш, наверное, какой-то прям подарок от дракона, потому что кто, если не вы? И вот обратите внимание, какая у нас интересная тенденция года, что вас как будто испытывают, можете ли вы взять больше, чем у вас сейчас есть. Так что я думаю, что у вас будет и тело колбасить, и разум, и прочее. Особенно, если остались какие-то непроработанные моменты. Так что готовьте все же к вот этим энергетическим взрывам, затуханиям, потому что здесь, конечно, дракон с вами играет. Но при этом он играет, потому что он играет на равных. Вот это очень важный момент. И по энергетике первый вариант чувствуется. Окей, хорошо. Видимо, для карьеристов, да, я прям... И для тех, знаете, кто карьеру сделал вообще, а теперь как бы личная жизнь. И здесь вот очень часто такое бывает, когда мы себя связываем с партнерами, которые сильно меньше нас, а потом страдаем. Дракон, кстати, показывает, вообще ты дракониха или вообще, или где? Понимаешь? Да? По себе ты берешь партнера или не по себе? По себе ты берешь проект или не по себе, да? Из зоны комфорта ты работаешь или все-таки ты работаешь из зоны дискомфорта, но это отращивает твои крылья там условно. Интересно, конечно. Ну что, а ноябрь-декабрь? Ноябрь о чем? Может, ты все же уже долгожданно-то по королю чаш. Знаешь, как вот ты смотришь на год самодовольно, так и думаешь, вот, а я же все правильно сделала, да? А я же все правильно сделала. Зима типа покажет, да, кто-то у нас. Зима близко.
Смотри, король чаш, там пятерка чаш. Ну, слушай, может быть, мы, знаешь, как грустим, но не обязательно у нас по бывшим историям, да? А может быть, это про какую-то внутреннюю усталость, потому что, ну, во-первых, конец года, а во-вторых, много на себя берешь. То есть у тебя этот год, что ты правда много на себя берешь, понимаешь? И это не говорит, что ты в отшельнике, потому что у тебя много ярких связей. У тебя действительно есть возможность там участвовать в каких-то интересных проектах, да? А у тебя есть возможность там интересно работать. Самое вот ключевое, главное, интересно. Ты заметила, что в нашем прогнозе практически нет каких-то карт уныния, они практически все остались в колоде, понимаешь? Вот что мне нравится. Я же надеюсь, что ты там декабрем ничего себе не добьешь. Вот, потому что ощущение, что ты прям на кардиорежиме работаешь, понимаешь, весь год. То есть февраль ты еще чилишь, а потом у тебя включается прям кардио-кардио. Может, ты похудеть хочешь? Поэтому решила себе прям, да, через дракона. Кардио. Не знаю, не знаю. Но вот смотри, как раз ноябрь месяц о том, что здесь мы, конечно, сожалеем по утраченным, но, наверное, больше по тем энергиям. Типа, вот я же была какая-то мягкая кошечка, где оно все, да? Вроде как вот есть то, что я хотела у меня. Ну, что ж я уже не мягкий такой вот кот, да? Но при этом вот мы понимаем, что назад, собственно, пути нет, да, и действительно, может быть, это правда какие-то магические инициации, если вам это важно, да, то есть вы начинаете больше видеть, вы начинаете как бы видеть то, что было скрыто. Ну, если же касается не каких-то магических ассоциаций, да, это именно про то, что мы порефлексировали, мы закрываем дверь в прошлое, где закроются какие-то очень давние гештальты. Я сейчас посмотрю, с чем связаны. Ну, видимо, знаете, как ноябрь месяц, время подведения итогов, да, это про то, что какие-то ожидания, то, что вы ждали, да, да, ну, потому что вы слишком перфекционист, или, может быть, вы этого требовали от людей, которые невозможно, вот, но они не могут вам это дать, да. Вот здесь вот как-то мы понимаем, что, может быть, какие-то ожидания не оправдаются, может, какие-то желания не сбудутся, потому что, может, они не ваши были, или не искренние, или желания, ну, как бы, что-то вот энергии как бы не хватило, или вы слишком много от себя требуете. Это тоже нормально, понимаете, потому что мы же как бы не всемогущие, мы же должны понимать, что мы в физических телах находимся, да, и как бы, да, как бы богиня мы в этих медитативных практиках, понимаете, а в реальной жизни-то мы женщины, ну, мужчины, которые мне смотрят, соответственно. И какой-то вот момент разочарования, кстати, может быть, в себе, именно в своих силах, в своих способностях там. Потому что что-то не сбудется, но это абсолютно нормально, понимаете? Опять, скорее всего, если вы еще все не закончили отыгрывать свои вот травмирующие ситуации, опять, наверное, что я хочу, чтобы, типа, в мою пользу был сделан выбор, да, а как-то его что-то не случается. Ну, такое бывает, кстати, может, вы там что-то не выбираете. Ну, в общем, какая-то непонятка у нас, знаете, в этом ноябре происходит. Еще что касается, просто мне тут немножко подсвечивают, а хотели, например, там квартиру там, купить по более высокой стоимости, да, но где-то мы понимаем, что мы что-то не тянем, и нам, ну, приходится выбирать какой-то более практичный вариант, да. Или знаете, как, например, как это ипотека это называлось раньше, когда можно было 6 там квартир, кстати, там купить сразу, да, там есть у тебя условно 12 миллионов, вот, и ты можешь, например, там первоначальный взнос там 2 миллиона, ты 6 квартир можешь купить. И вот раньше такое можно было, а сейчас-то нет. Ну, в общем, какая-то ситуация, знаете, которая как бы касается того, что какие-то возможности закрываются, понимаете, и вы так, вот вы рассчитывали, потому что, может, вы деньги копили, понимаете, а тут выходит какой-то закон, он говорит, бац, ну нет, уже нельзя так. Ну, в общем, какая-то такая ситуация, знаете, там ноябрьская, что ощущение, конечно, что у нас закрыты немножко выходы, но 100% что-нибудь появится новое. Так, хорошо, а декабрь о чем? Ну, наверное, вы уже это не читаете о Новом годе. Семерка чаш, ощущение иллюзий. Вот знаешь, уже какой-то момент, возможно, даже внутреннего выгорания. Вот видишь, я какие прям циклы показываю. Но это нормально все, потому что если мы берем с тобой за основу колесо года, то понимаем вообще, что смотри, у нас, как правило, яркая половина, да, а солнечная, световая, когда солнышко уже прячется и уходит, Персефона условно уходит под землю, да, мифологический такой персонаж, вот, а тут как-то и активности же меньше, понимаешь? Ну, нормально все. Семерка чаш, тройка мечей. Ну, просто мы, знаешь, как грустим по утраченному, потому что мы чертовы перфекционисты, да. У меня ощущение, что это как будто вот каждый год происходит, да.
То есть мы где-то пока еще не рассчитываем на свои силы, нам кажется, что у нас их много-много-много, и времени много, а потом под конец года начинаю рефлексировать и думаешь, вот это я, вот это время просрала, а вот это не надо было вкладываться, а этот человек моего внимания не стоил, ну вот такое все, понимаешь? То есть как бы сама ты начинаешь вот этим всем грузиться, поэтому я беру для тебя совет карт. Да? И вот смотри, как интересно у нас получается. То есть дракон дает энергию, расходуй ее, пожалуйста, правильно. Да, поэтому, наверное, это будет какой-то душный для тебя сейчас совет, но начало года постарайся нормализовать режим свой, это очень важно, да, иначе просто тебе не будет хватать времени, да, потому что твои процессы ускоряются. Дело не только связано с возрастом, это про то, что год тебе дает возможность карьерного роста, понимаешь? Это может быть больше обязанностей появляться, там больше денег, больше обязанностей, знаешь, другой уровень жизни. И вот нужно все успеть, и нужно еще успеть как-то и восстанавливаться, и как бы и работать, для тебя это важно. Вот у меня вот реально ощущение, что первый вариант это прям для людей, которым очень важно быть в режиме, да, вот этот вот все. Не таймлапс, да, а тайм-менеджмент. Совет давайте я беру, чтобы вот у нас, собственно, декабрь не являлся сливом, потому что есть ощущение прям слива энергии. Но я тебе так хочу сказать, если ты работаешь в каких-то больших крупных корпорациях, ты там остаешься работать, скорее всего, либо у тебя просто идет повышение дальше, выход, да, на карьерную там лестницу, но опять же ощущение, что ты как бы в своей сфере продолжаешь развиваться. И поэтому вполне закономерный проект, что ты действительно к декабрю можешь выгорать, потому что состояние отчетов, да, состояние, что я хочу, чтобы меня взяли на ручки, да, состояние там каких-то нереализованных планов, короче. Знаешь, я тебе Америку не открываю, поэтому надо с начала года уже научиться распределять баланс жизненных сил. Так, совет. 2 чаш, 8 жезлов, да? Больше эгоизма, наверное. 2 чаш, 8 эгоизма, да, и как бы верь в хорошее, больше позитивного, не бубни там сильно. Потому что, правда, всем сложно от того, что там будешь вот в депрессухах, да, типа, о, какой ценой дается мне трон. Ну, знаешь, как бы вселенная решит такая, что, ну, если ей не надо, да, дам тем, кто не бубнит, что троном дается дорогой ценой. А тут, знаешь, какой-то прям пафосный дракон. Типа, да я и так знаю, что я дракон, да, я и так знаю. Дайте вот мне повыпендриваться, да. Пока, говорит, как это... Пока не получается не выделываться. Там другое, конечно, слово, но вот такая вот история. Интересно, кстати, год. Знаете что, наверное, колоду все же поменяем. 2, что я вас приветствую, давайте смотреть происходящее с вами. Но я хочу поменять вам колоду, потому что ощущение, что вот эти вот все прям качели сильно вам чуть не очень-то и нужны. Аналитик хочу смотреть. Что такое, откроется колода? Как так случилось, да? Взяла вообще и поменяла в процессе колоду. Бывает такое, да. Мы же с вами в потоке работаем. И звездочка сама по себе желтая, сила на дне колоды. Ну что, давайте посмотрим, в каких энергиях вы, условно, вступаете в этот год в башне. Вот, что-то вы разрушили, что-то поломали, или с вами тут что-то поломали, потому что должно произойти прояснение ситуации. И ощущение, что действительно у вас такое, знаете, мирное такое было какое-то поселение унылое, а тут, значит, либо пришли эти гномы, да, с требованием тащить кольцо, потому что моя любимая метафора пути героя, да, и чё, а все, жизнь больше не будет прежней, да, потому что разрушены планы, кстати, могут быть. Что еще может быть? Ощущение опасности от мира, да, по башне. Ощущение, что, ну, то, что вот тот какой-то песочный замок, да, который мы строили, мы сами же еще и разрушили. Какой сферы касается? Ну, счастье, взаимоотношения, ощущение, что Гринч, короче, украл у вас Рождество, украл счастье. Ну ладно, сейчас посмотрим, что это такое. Может быть, вы просто помогали строить счастье другим людям, знаете, а вас там не сильно в этом много было.
Поэтому как-то это все должно было разрушиться. Я все же хочу придерживаться такой тактики, думать о том, что все, что не происходит к лучшему, и мы всегда можем найти причинно-следственные связи, почему случилось так, а не иначе, если что, откорректировать. Ведающие мы с вами или нет все же, да? Так что январь, февраль, март. Но я хочу сказать, что все равно по башне энергии там много, если вы сами себя добивать не будете, потому что, может, это гнев какой-то праведный. Увольнение, кстати, может быть, а чё? Да? Там, или расставание с партнером может быть. Потому что либо вы там собак всех спустили, либо на вас. Сейчас посмотрим, к чему все это приведет. Ну или вот, соответственно, там, да, когда угроза какая-то существует для жизни, потому что такое может быть, знаете, там какой-то бизнес строили, там за аренду платили, тут арендатор, бац, там повысил стоимость, тоже башня. Потому что мы рассчитывали на одно, это, знаете, крушение плана. Или там квартиру дорого сняли и там не тянем, к примеру, да? Ну, что-то такое. Ладно, не всегда это страшно, башня. Да, я, мне кажется, учу вас, да, чтобы вы понимали, что, как вам кажется, страшные арканы, чтобы вы себя не накручивали, потому что, ну да, вот высшие силы вмешиваются, уже все, потому что там это, потому что нам, по сути, энергию дают на реализацию определенной цели, да, и мы сами ее запрашиваем. А потом, когда нам ее дают, соответственно, вот она у нас есть, мы ее тратим и рнем. Вот. А когда мы ее тратим, конечно, башня случится, потому что, эй, слышишь, вот тебе, значит, землю дали под сельское хозяйство, нафига ты на ней ночной клуб строишь? Вот, понятно? Что у нас в январе месяце происходит? Ой, как красиво все, мы себя нежим, лелеем, получаем признание в любви, там прям мур-мур-мур, да, королева чаш, посмотри, какой он себя красивый январь, да, как все уже много в нем любви, как много в нем неги, сладости, нежности, очень красиво. Поэтому, видимо, я тебе хотела поменять колоду, да, потому что вот эти все карьерные истории, они что не сильно нужны. А вот любовь нужна, и она есть, и тебе прям мир показывает эту любовь. Смотри, прям на ручки берет, да, королева чаш. Или вот ты тут кого-то берешь на ручки. Январь. Угу. Смотри, а еще, собственно, страшный суд, потому что если ты просила вот эту любовь, да, там, я не знаю, что там, как это сейчас модная же традиция была, зажечь, да, прожечь, короче, написать желание сжечь его, да, вот тебе начинает это все прям подсвещать. Вот как истинное желание. Но почему-то у меня есть ощущение, что какие-то истинные желания прям, ну, чисто в женской сфере. Либо это отношения, там, рождение детей, знаешь, там, или благополучие в семье, что-то такое, прям очень какие-то мягкие энергии. И смотри, вот она, карта страшного суда и начало новой жизни. Я надеюсь, ты не вляпаешься в кармические отношения, потому что такое ощущение, что ты как вот это, как готова, понимаешь? Потому что дикое ощущение пережить какую-то неземную любовь, или проверить себя, насколько же я способна принимать и давать этой любви. Давай посмотрим, относительно чего у нас здесь в жизни будет прежним уже, да? Потому что, может быть, у тебя будет ощущение, что тебе что-то прям боги подсвечивают, огромное количество любви освобождается. Я же говорю, что либо ты отдаешь, либо принимаешь. Смотри, какой интересный у нас с тобой январь. Так, что у нас там еще с любовью-то связано? Любовь, солнце. Ничего тебе не портить не буду. Смотри, как красиво все. Вы, наверное, дружите, да, с первым вариантом? Да, у каждого свои подарочки. Ну, хорошо. Посмотри, как красиво все. Вот как бы я ни тасовала колоду, у нас с тобой два старших аркана. Это солнце и страшный суд. А знаешь, что самое интересное в качестве спойлера? Что в первом варианте в январе в абсолютно другой колоде тоже солнце и страшный суд. Был страшный суд, не помню, солнце было, короче. Ну, по-моему, да. Что-то было такое. Ну, похоже, короче. Ничего себе, просто беззалипно зависну. А вот то, что есть ощущение, что, видимо, общаетесь друг с другом. Так, хорошо. Февраль. Давай смотреть твой февраль. О чем февраль? Ну, смотри, во-первых, это чье-то возвращение. Может быть, это может быть чье-то там, знаешь, обнуление, да? Ушуту. Что-то новое, может быть, ощущение, предчувствие весны. Может, дети, знаешь, что вот возвращаются. Вот ты там ждешь, вот дети возвращаются. Может, на каникулы.
Детская энергия. О чем здесь шут еще? Ну, обновление же, да, у нас, как правило. В какой сфере у нас шут? Это новая деятельность, может быть, смотри, четверка пентаклей как бы шут. Да, это может быть какая-то новая работа, соответственно, тоже, знаешь, там, когда твои дети устраиваются на работу и начинают там тебе денежку какую-то приносить, все равно, не знаю, у меня очень много каких-то детских энергий. Или, знаешь, это больше забота о детях, да? Там требуется какая-то денежка. Ну, нет ощущения, знаешь, радости от этого, потому что опять вложение, да. Ну, то есть вот ощущение каких-то обязанностей, да, есть. Ну, вот какой-то момент вложений, да, по восьмерке чаш, типа, ну, блин, ну, я бы уже, собственно, хотела бы, чтобы проще, да, или ну, не, у меня ощущение, опять, что вы вот как подкармливающие, потому что, скорее, знаете, вот что вы делаете неправильно, я сейчас поняла. Вот, в принципе, вы в январе же напитались, абсолютно напитались, несмотря на то, что это январь. Я не знаю, может, вы через костры тут прыгаете, у вас очень много вот этой солнечной энергии. А в феврале вы ее начинаете сливать. То есть получается, что вы привлекаете события, ситуации, где вам одной, ну, на себя много энергии, да? И для вас пока еще вот это состояние, что типа я люблю, я в любви, когда я даю. Но это, знаете, сценарий, с которого необходимо выйти. И нам в феврале это подсвечивает, да, что начни уже принимать, потому что ты больше даешь. Но есть люди такие, они постоянно дают, они не могут по-другому. Вот еще есть такое понятие, как архетип любовника. Ну, вот ему очень важно давать эту любовь. Да? Ну, вот как раз февраль как бы показывает, что мы формируем события, где люди начинают нуждаться в нашей защите, поэтому февраль, кстати, может быть опять про болезнь близких, например, там деток, еще что-то. Здесь нужно вкладывать деньги или заботу. А вы так немножко по восьмерке чаш, то есть, ну, мне этот сценарий уже надоел, потому что я сама на ручке хочу. Вот. А вы эти ручки как бы всем даете. При этом это не пентаклевая такая дама, да, а именно она эмоциональная, она чувственная, она эмпатичная. И это может касаться и ваших мужчин, там, и ваших там, близких, опять же, вот детей, там, собачек, кошек. Да? И чтобы вот почувствовать вот эту нужность, мы создаем ситуации, где люди в нас нуждаются. А как они нуждаются? Они то болеть начинают, понимаешь? То какие-то долги, и мы начинаем эти долги закрывать, потому что тем самым мы, вот, знаешь, как продолжаем показывать любовь. Поэтому смотри, февраль месяц тебе прям не дают почилить какая-то классная в этих мягких энергиях, да, тебе включает состояние долга. Ну, долга в том плане, что ты как будто не можешь долго радоваться, если кто-то вот нуждается, смотри, в твоей любви, да, в твоей заботе. И ты такая, ну вот, понимаешь? Вот. У тебя тоже очень ярко начинается год, но он больше вот с каких-то таких, знаешь, ну, семейных, может быть, моментов, да, какой-то момент заботы, но это пока привычный сценарий, ты пока из них не выходишь, то есть ты продолжаешь делать то же самое. Март, давай, с чего начинается март? Ой, смотри, как хорошо, как все-таки тебя любит солнышко, потому что какой-то, видимо, ты абсолютно солнечный, добрый человек, вот, потому что посмотри, как просыпаются вот эти вот женские энергии. Но у меня что-то еще ощущение, что какая-то женщина может, знаешь, быть в твоем поле, потому что разные энергии, ну, я не могу предполагать, что человек так резко может поменяться. Ты же такая в кубках. Может, тебе предлагать какой-то союз женщины. Ну, союз в том плане, что, может, по работе. Я сейчас посмотрю, о чем здесь март. Ух ты. Тут смотри, какая интересная история. Все мы люди разные, все живем в разных уголках планеты, да, все это. И вполне может быть, что это какая-то симпатия по отношению к тебе со стороны женщины, которая, скорее всего, будет очень ярко проявляться. Нет, ну это, конечно, есть вариант, что ты сама можешь быть этой женщиной. Здесь просто абсолютно какие-то разные энергии. Поэтому, знаешь ли, ну вот смотри, посмотри, как женская энергия прям тебе какую-то прям любовь и заинтересованность показывает.
Для тебя это, конечно, странная история, или, знаешь, это как пробуждение твоей, да, потому что, смотри, по тройке мечей сердце-то разбито, да, и отшельник, это достаточно давно, без вот этого всего, нафиг мне эти ваши весенние обновления. У меня вот есть моя прекрасная миссия, когда я стараюсь там помогать близким там своим, да, тем самым я вот чувствую. А здесь как бы, смотри, прям нам показывает, что обрати внимание на себя, потому что событие это про это, да, то есть вот энергия отшельника, как бы тройки мечей, нам нужно немножечко из этого выйти, то есть мы снимаем вуаль вдовы, понимаешь, вот это вуаль вдовы, отшельник и тройка мечей, да, сердце разбито, мы там переживаем, может быть, какие-то прошлые отношения, может, еще что-то, здесь вот обновление, либо через какую-то женщину тебе приходит эта женская энергия, либо ты сама посмотри, как ты максимально трансформируешься из мягкой кубковой, да, в такую прям огненную, то есть здесь я могу сказать, ванговать тебе к началу весны именно возвращение, возрождение сексуальности, потому что здесь это очень важно, кстати. Это давно не было, потому что немножко мы как бы чуть-чуть заигрались, да, там, ну, мы это спрятали все, понимаешь? Вот смотри, ну, ты там привыкла, например, к флисовым штанам, да, к примеру, а здесь начинаешь мини-юбки надевать. Вот здесь прям меняется энергия, ты выходишь прям из вот этого всего, обратно себя полюбила, да? Ничего, мне нравится. Так, что нам с тобой приносит апрель месяц? Женщина в мини-юбке. При этом мне же бабушки могут смотреть. Бабушка, что же, знаете, какой фиолетовый цвет волосы покрасила, и как погнала там, да, дедам подмигивай. Кто знает, знаете ли. Но здесь прям сердце хочет любви весной. Прям возрождение, знаете ли. Полный ребёртх. Так, хорошо. Ой, апрель. Что нам несет? Красивая карта, слушайте. Прям мур-мур-мур, знаете, прям колода с вами. Такие прям прогнозы. Что не хочется создавать что-то неприятное, да? Смотрите, апрель месяц, карта мира. Вот вы тут с какого-то олененка нянчите. Рога отрастили себе. Ну, у меня все-таки вот ощущение, что сама же по себе колода, она для тех, кто празднует языческие праздники. И обратите внимание, как у вас, правда, тоже циклично начинает все разворачиваться. Живу в лесу, молюсь колесу. Вот колесо говорит, вот смотри, период фертильности, значит, мы с тобой фертильны. Период вот это расцвета женственности, что у нас там, Астара, Бригит и так далее, да, тебе это дает эти энергии, у тебя прям эти процессы запускаются. Окей, о чем здесь карта мира? Давай смотреть. Мир, десятка чаш. Смотри, отношения на расстоянии могут быть, ощущение, что ты нашла свое и успокоилась, может быть, свои там встретились, это же тоже хорошо. Да, мир, десятка чаш и звезда. Да, это что-то на расстоянии. Это, кстати, смотри, могут быть и далеко идущие какие-то планы, да, но при этом это какие-то глобальные, ты прям в них эмоционально включаешься. Вот. А поскольку пока мы еще не можем, не научились полноценно, масштабно принимать вот эти энергии, чтобы человека с собой рядом удерживать, то вполне возможно, это какая-то история на расстоянии, знаешь, там расцвет, опять же, да, может, взаимоотношений, может, еще что-то. Вот. Но звезда. Либо у тебя уже поднимается планка повыше сильно, и ты уже понимаешь, вот на что же ты хочешь рассчитывать, на что же ты хочешь надеяться. Мне почему-то еще здесь деньги хочется посмотреть, потому что вот обрати внимание, очень много чувственных моментах, ты прям in love такая всегда в своем там текущем архетипе любовника, или там любовницы, ну это так называется на самом деле просто. Через деньги, блин. Все, поняла. Смотри, здесь такая задача вообще, чтобы мир как бы на ручки, получается, взял, а доверия не хватает, да? Девятка мечей и семерка пентаклей. Вот смотри, есть у нас задача на определенный уровень жизни, а нам кажется, что мы тут не потянем, к примеру, да, или у нас есть определенные долги, которые необходимо выплатить, поэтому я пока типа не могу идти в расширение. То есть, мы же понимаем прекрасно, что это у нас негативные установки. Пока нам еще страшно идти в счастье, но видишь, как у тебя здорово дракон запускает процесс хилинга. Здесь, наверное, больше энергии какого-то морского дракона.
Да, есть такое. Окей, хорошо. Май, апрель, май. Мгм. Смотри, время поездок, соответственно, по колеснице, да? Может, куда-то поедешь, может, к тебе кто-то приедет. Щас посмотрю, о чем здесь май. Движение вперед по колеснице нам показывают. И по правосудию, да, либо ты тут что-то прям... А для кого-то, кстати, покупка машины может быть. Но если покупка машины, то, наверное, если по правосудию, может, и в кредит. Может. Ну, чё. Может, что-то выпросишь, знаешь, у мира. Смотри, это какая-то вот правда, какая-то крупная покупка или что-то вот начало новое, ты боишься, что у тебя денег не хватит. То есть, с одной стороны, ты такая, да-да-да, я знаю, я потяну вот бизнес-план, вот я там это, да, короче, запускаю эти процессы и качаю момент доверия к миру. Может быть, мне кажется, что здесь мужчина что-то как-то должен включиться в это все. Но пока по пятерке чаш, вот здесь вот такая ситуация, что мы оглядываемся на прошлое, и нам в прошлом уютненько, а вроде как нужно двигаться дальше, а мы сын, понимаешь? Вот. У тебя получается как раз конец весны, шансы на движение вперед. Но мы пока оглядываемся на прошлое, там же зона комфорта у нас, да? Там же мы что прям боимся сильно потерять и что-то оставить. А что мы боимся оставить, что боимся там оставить? Ой, как мы боимся оставить. Ну, такое, знаешь, еще может быть, что это какие-то родовые установки, задачи, типа, вот у меня есть шанс, типа, жить лучше, чем я раньше жила, а мне так стрёмно, что вот мои родные, близкие, или меня кто-то не поймет, или вот я поняла вообще, как я хочу, чтобы мои желания исполнялись, там, и уровень жизни, а нам пока еще стыдно. Нам пока еще стыдно за свои хотелки. Мы так оглядываемся и начинаем немножко прибедняться, да, понимаешь? А у тебя получается конец весны про то, что нам уже некогда приподняться, нам действовать надо, понимаешь? Май месяц какой мощный. Хорошо, почему я тебе говорю август? Я тебе решила, да, все месяцы в май запихнуть. Июнь? Ну все понятно, короче. Смотри, ты стартанула, и вот это тебе несут кони привередливые в какую-то даль вообще не ясно. Ну и ты вот это понеслась по луне. Потому что, опять же, путь не указанный на карте точки. То есть у нас вроде цели есть, да, а вот как бы карта же не прописана, движения какие-то. То есть вот все, да, то есть ты начала, короче, ты действуешь. Просто вот на энтузиазме, на какой-то силе внутренней. Давай посмотрим, относительно чего Луна. Нет, если случится переезд, то, конечно, по Луне ж непонятно ничего. Слушай, а если случится переезд, то ощущение, что уже к мужчине сразу, понимаешь? Потому что здесь уже четверка жезлов, Луна четверка жезлов, то есть это... А у тебя давно таких вот энергий же не было, они для тебя новые совсем. То есть ты впускаешь вот эти новые энергии, и вот эти новые энергии, они касаются семьи, понимаешь? Или это новое взаимодействие, новые люди, новое общество. Ты не знаешь, как они тебя примут. Ну, такое, например, бывает, что ты выбираешь мужчину, а он там, допустим, ты там христианка, а он мусульманин, к примеру, да? Или он там, я не знаю, что, иудей там, да, а ты там, не знаю, язычница. Не знаю, вот и здесь как бы вот такой момент, что тебе кажется, что, может быть, меня в чем-то не примут, да, меня в чем-то, вот, то есть ты не знаешь, как вот в это встроиться, да, и ты вот не знаешь, как, что с этим делать, да, и как взаимодействовать. Давай я тебе сразу тогда совет возьму, потому что там Луна, и нам немножко нужно выйти из состояния Луны. Это у нас июнь, да, это у нас начало лета. И что мы там с тобой делаем? Июнь. Посмотри, какое все новое по карте смерти. Да? Посмотри, какая мощная трансформация, вот эти новые энергии. Июнь что-то отмирает, старое, да? Слушай, может, правда старый менталитет, если это новые люди, новая страна, новая жизнь, да, что как будто старое, оно уже не встраивается. И здесь, собственно, мир, он тоже сам меняется. Здесь... Здесь немножко, наверное, про то, что нужно умерить свое эго и присматриваться, то есть не диктовать свои правила, а где-то присматриваться. Я же правда кому-то сейчас навангую жизнь в какой-нибудь восточной семье, я не знаю, понимаете?
То есть, да, когда у нас менталитет отличается. Так, что у нас еще, о чем июнь месяц? Вы знаете, для кого-то это прям реально вот ощущение какой-то золотой клетки. Я не знаю, может, я вас там за шейха замуж выдам, девочки? Вот. Ну и когда, знаешь, вот нам вот казалось вообще, что мы, знаешь, как вот мы в этой истории не были. И нам вот почему, или он там, знаешь, там мог расписывать нам, как все классно, 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 а когда мы встречаемся с реалиями, понимаешь, что там нифига не классно, что там действительно, если ну, золотая, то клетка, да, то есть здесь потому что выход из иллюзий. Действительно, выход из иллюзий, но при этом попытка выстраивать все-таки отношения с человеком, смотри, да, здесь все-таки вот есть эта попытка выстраивать отношения с человеком, и вот есть семья, но только ты к этой семье, как ты знаешь, с точки зрения ментальности там не очень готова. Ладно, давай дальше смотреть. Сейчас я эти карты уберу. Это у нас с тобой июнь месяц. Но здесь я все карты возвращаю в колоду. Июль, август, сентябрь. Да, сентябрь. Июль. Что приносит нам? Ну, опять же, смотри, если была работа, она остается, да, были отношения, они остаются, да, то есть первый рост, вот, может быть, первая какая, как это называется, интеграция, ассимиляция, да. Ну, я не знаю, это какие-то стабильные процессы. Давай сейчас я посмотрю, в какой сфере. Тройка пентаклей. Может, я начну принимать в этой семье? Да, это семейная история. Это семейная история. Посмотри, ты, видимо, встраиваешься в какие-то процессы. Тройка пентаклей, шестерка чаш. Слушайте, девочки, может быть, здесь такая ситуация по второму варианту, что это как будто вот вы были с человеком достаточно давно, а тут он как-то вот что-то не вписывал, тут вписывать начинает, ну, там, может быть, предложение на самом деле делает, но вот то, о чем вы мечтали, оно может действительно не совпадать с реальностью, вот как-то так, да, то есть когда смотришь со стороны на ситуацию, тебе кажется все понятно, прозрачно, да, типа я впишусь, или да что там такое, да я вот смотрела тиктоки, да люди разных религий, национальностей уживаются, вот, а здесь как бы по факту нет, по факту, знаешь ли, да, здесь вот. Опять же, какой-то, смотри, момент проявления дракона, но момент проявления дракона здесь вот он должен быть хитрее, да, то есть там в качестве спойлера в первом варианте он прям рвет и мечет, прям огнем всех фигачит, вот, а во втором варианте он мягкий такой, он такой водный, знаешь. Может, тебе противодействие с какой-то свекровью, знаешь, случится, кто в доме хозяйка и на кухне, и кошелька мужа и прочего, а здесь, знаешь, хитрее надо быть, хитрее. Так, хорошо. Август. Я не знаю, у тебя весь год все в отношениях, все в любви, все какой-то выстроенный, смотри. Все абсолютно выстроено, какая-то структура. Слушай, я при этом не вижу знакомства с кем-то новым. Такое ощущение, что это что-то прям продолжается, да. Август, двойка. Двойка чаш, да, двойка чаш и справедливость. Поэтому, да, вполне может быть здесь. Мы, конечно, иерофанты не видим, но здесь прям признание, да, вот здесь прям признание того, что это все-таки семейная история, семейные отношения. Может быть, ваш мужчина заработает на свадьбу наконец-то, да, потому что вот они денежки. Да, вот они денежки, у меня ощущение, что это правда может быть предложение, потому что вы опять как бы королева чаш в этом все. Ну, это, знаете, это после какого-то длительного союза или френд-зоны, потому что здесь прям человек должен прям принимать решение взвешенное, и я так понимаю, что он его принимает. Ну, интересно. Так, окей. Сентябрь.
Новая жизнь. Ну, наверное, после замужества, да, уже новая жизнь. Давай смотреть. Двойки, вот что с тобой, с собой сделали, что у вас вот настолько явные вот эти вот прям энергии и матери, и жены, и вот это всего, потому что вы абсолютно какие-то семейные мне показывают, да, вот, знаете, такое ощущение, что новая семья типа обтешит твои вот эти острые грани, но вот про какую-то мягкость нам говорят. Окей, а что еще относительно чего новая жизнь-то? Ух ты, тут какое-то очень важное решение нужно принимать. Да? Какая-то ссора, спор, о чем здесь может быть для тебя? Ну это, наверное, в том плане, как бы соглашаться, не соглашаться, или, знаешь, может быть, что-то откроется новыми гранями. Ну, давайте так, если вы не хотите замуж, говорите, там, нейроведьма, акстись, то что вот эта ситуация, она же может прям касаться любой сферы жизни, понимаете, и карьеры, там, что-то еще. Да, но здесь вот ощущение, что моя как бы королева чаша, она такая, я, говорю, такое не хочу, давай как бы мы с тобой пойдем на какие-то компромиссы, да, потому что бывает такое, например, что мужчина после свадьбы меняется, начинает проявляться совсем по-другому, типа, а ты что же жена, знаешь, статус уже другой, не конфетно-цветочно-букетный, поэтому давай-ка, дорогая моя, да, или, например, такая ситуация, если это не касается, соответственно, если это не касается, соответственно, личной жизни, потому что вы же обижены, вы все ее не хотите. Это касается того, что, например, вы приходите вот на работу, да, вот эта притирка в коллективе, вроде все нормально, а потом, знаешь, начальник говорит, ты что-то вот расслабила булки, давай-ка, знаешь что, Золушка, снимай это свадебное платье, и вот вспомни, как бы, что мыши не кормлены, да, перебирай гречку. Так, Иерофант, 4 пентаклей. Угу. Да, семейная история. Все ты, знаешь, или вот такая ситуация, например, что вот я думала, что у нас там все будет хорошо, и мы вроде вместе, там, типа, знаешь, гостевой брак и так далее, а только говоришь, слышишь, что, гостевой брак, все, живешь по моим правилам. Ты вот хотела, ты прям получаешь. И ты получаешь какую-то очень традиционную семью, понимаешь? Ну вот, как это сказать, надышала, намечтала, накрутила вихрь себе. Хотела ж сильное надежное плечо. Вот знаешь, загадывай желание правильно, а то вот такой прям придет тебе и будет тебя вот это строить. Хорошо, ладно. Так, сентябрь, да? Октябрь, ноябрь, декабрь. Октябрь, ноябрь, декабрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. Октябрь. Ты что-то опять какая-то притирка, смотри. Да, 2 пентаклей. Отшельник, причем здесь. И 4 пентаклей. Ну смотри, так интересно, что вот ты говоришь, а вот ситуация разворачивается не так, как я хотела. Я думала вообще, что там как-то все будет проще и слаще и радостнее. А нам, как бы, смотри, показывают, что раз ты хотела традиционную семью, то жить по вот этим вот всем устоям, оно, ну, где-то, знаешь, с твоими желаниями прям не совпадает. И вот здесь вот, может быть, грустно хотеться к маме, это типа, ну все, нафиг мне этот замуж нужен был. Или там, зачем я типа рвалась в этот проект, или, может быть, это какая-то международная компания, да, и тебе там нужно уехать куда-то, да, потому что хочется домой, хочется к близким, хочется к понимающим, есть ощущение какого-то внутреннего одиночества.
Ну, вот такой месяц. Ноябрь. Что там, значит, у нас император? Ух. О чем здесь у нас император? Ну, вообще хорошая карта. Карта, чтобы планировать свое будущее. У тебя женатый появляется какой-то? Да? После вот этих всех ограничений, короче, появляется женатый. Или у мужа кто-то появляется, посмотрю. Слушай, я тебе прям какой-то, да, сериал, короче, раскидала на год. Так, ноябрь. Ой, как вообще прям тебя накрыло-то. Тебя накрыло-то вообще. Что с башней, с чем связано в ноябре? Угу. Да, есть такое, смотри, прям выяснение отношений, может быть, вот на почве любовной ревности. Декабрь. Декабрь такое ощущение, что вот мы как-то, да, либо порознь, либо нужно принимать какое-то мудрое решение, да, двойка мечей. Что-то закрывается у нас. Вы как в темнице какой-то сидите, смотри. Как в темнице какой-то сидите. И вот смотри, здесь ощущение, что может быть ребенок или беременность, это уже декабрь месяц, ближе там могут спасти отношения, соответственно, да? Беременность этим может здесь спасти отношения. Что еще здесь может быть? Да, здесь правда, может быть, знаешь, вообще прям новая энергия, как новое начинание, вообще новый вот человек. Новый какой-то человек может прийти в твою жизнь в декабре. Посмотри, да, все вот он все пытается, значит, это тобой там управлять. Да, а тут прям новый человек может прийти. И что, зачем придет? Так, 5 жезлов, туз пентаклей. А знаешь, на самом деле, ну, наверное, больше для новой семьи какой-то, для каких-то новых отношений, взаимоотношений, но ощущение, что вот твои прошлые тебя как будто не отпускают. У тебя вот, смотри, вот о чем, давай, твой прогноз. Тебе крайне сложно, но очень важно все же посмотреть, что у тебя сейчас в текущих отношениях, потому что если они есть, но они тебя не устраивают, то это все-таки какая-то неисцеленная история. Смотри, у тебя тянется либо родовая, либо семейная история на протяжении года. То есть сам по себе прогноз, он для тебя больше про семью, он больше, наверное, про то, что в твоем окружении есть люди, которым не нужно, чтобы ты росла, потому что если ты росла, то ты как бы перестаешь подчиняться. И с одной стороны, мы с тобой можем говорить про то, что дракон дает возможности какого-то роста, но здесь тебе энергия дракона как раз нужны, чтобы разрулить ситуацию в своих отношениях, в своей семье, да, то есть если, опять же, ты это правильно сделаешь, то тебе дают человека, вот, а если ты продолжаешь, собственно, жить по чужим правилам и, соответственно, не знаю что, не давать своим этим водяным крыльям расправиться, вот как-то так. Тут еще смотрите, какая интересная ситуация. Здесь могут еще бывшие возвращаться с предложениями, да, уже там с каких-то серьезных отношений, но проблема в том, что они не исправились, да, то есть это, опять же, наступать на одни и те же грабли. Поэтому, в принципе, если вы жаждете получить что-то иное, да, от прежнего, ну, вряд ли. Там есть ощущение, что только вы трансформируетесь на протяжении этого года, на самом деле как-то вяло. Вяло достаточно, и не могу сказать, что этот год для вас там богат на какие-то прям карьерные сильные изменения. Это больше, наверное, про то, что вы падаете в эмоции и пытаетесь как бы разобраться эмоционально, да, со своим вот этим состоянием, со своей вот этой внутренней тюрьмой, из которой необходимо выйти. Да, там вот эти все нюансы выбирают, не выбирают, да, там правдами, неправдами стану женой или правдами, неправдами разберусь, или там я там тебе докажу, что на меня мужчины еще обращают внимание. Ну, то есть я говорю, вот такие вот нюансы по второму варианту, они больше про эмоции, понимаете? И вот, наверное, поэтому я еще беру вот эту колоду, потому что эта колода отлично помогает разобраться в эмоциях.
А вы как-то рацию, знаете, сильно отключаете. И когда вы включаете эмоции, у вас как бы начинают проседать пентакли. Да? И этот год в качестве такого, знаете, глобального прогноза как бы для вас, это про то, что немножко нужно выключить эмоции и таки начинать отстраивать пентакли. Потому что опоры на пентакли пока достаточно слабые, а вам они нужны, собственно, собственные. Да? Хотя здесь действительно могут быть меценаты, спонсоры, там что-то еще. Они могут быть. Но вам это пока не дает уверенности в себе. А вам надо, потому что вам приходится пока играть по чужим правилам, пока вы себе не отстроили, да, пентакли. Но давайте так, буквально там 3 карты на теоретическую возможность, да, все-таки выстроить эти пентакли, потому что нам уже показали, что у нас там середина года, да, может быть ресурсная, это начинание проектов. Пентакли выстроим свои защиты, деньги. Что мы же на ручке хотим, по сути, а получаем выученную беспомощность. Так, 2 пентаклей, 8 мечей. Ну вот, над чем нужно работать и что нужно прорабатывать, потому что мы себе запрещаем, да, мы себе запрещаем. Мы себе запрещаем такую семью, которую мы хотим, а это, например, там семья про партнерство на равных, к примеру, да, или, допустим, это отношения на моих условиях, то есть мы пока не можем себе позволить. Я пока еще маленький дракончик, не окрепший, да, я пока еще не диктую свои правила. И вот здесь вот как раз нужно научиться, да, без истерик, да, диктовать свои правила. Отрастить дракона. Вот в первом варианте он отрос. Вы можете посмотреть там со стороны, сказать, о, вот это, конечно, драконище там. Вот. А мы еще пока вот по второму варианту, как-то мы еще даже в себе не совсем определились, какой конкретно я дракон. Вот, собственно, поэтому он больше водный, он больше мягкий, и это ваши ресурсные энергии. И, в принципе, на вот этих ресурсных энергиях лучше же себя отстраивать, да, чем там сражаться с этими тучами и башнями, как первый вариант делают. Ну, такая вот позиция интересная. Троечка, ну что, давайте смотреть происходящее с вами. Я сейчас еще продумаю, на какой колоде это сделать. Ну и почему-то я, знаете, на какой хочу? Я хочу на красный. Мне нужна красная колода. Я сейчас постараюсь ничего не поломать. Мы работаем на прямых позициях и посмотрим, с каким же энергией мы с вами заходим в 2024 год. 2 мая. Может быть, это правда, знаете, какое-то судьбоносное время, что я прям задействовала эти сразу 2 колоды от одного мастера искусственного интеллекта. Потому что, как вы, наверное, уже догадались, все 3 прогноза я делала на разных колодах. Слушайте, у меня как бы больше 50 точно. И это, я думаю, надо все задействовать. Ну, не все, лучшие. Лучшее наработанное, чтобы это было просто максимально многогранно. 9 пентаклей, да все хорошо у нас. Что-то мы починили, что-то себя подлатали, знаете ли. И лично 9 пентаклей, это когда я в коннекте со своим телом, например, там, в коннекте со своими деньгами, потому что плюс-минус я понимаю, чего я хочу, у меня есть как бы желания, которые исполняются, их хотелки. Я прям это радостным поросеночком звездую, когда девчонки пишут мне, что вот у меня так год хорошо закрылся. И я такая... Вот. А потом такой, типа... А у меня, говорит, типа, вот желания, типа, не исполняются. Расскажите, как это нужно делать правильно. Я говорю, ну сходи на денежный марафон-то уже, наконец-то сходи. Ну что ж такое-то? Что там? А вот оно же реально лежит в свободном доступе. Это же просто человеку поговорить. Вот я такая прям спустила дракона. У меня чувствуются энергии дракона, не знаю, как у вас. Я не знаю, каким боком, потому что я земной знак, но мне кажется, что он у меня такой ресурсный, я так его люблю выпускать. Не потому что вот мне прям кайфово там рвать каких-то овечек или что-то еще, просто я чувствую по праву, что я там, да. Я чувствую себя по праву на своем месте. Я чувствую себя вот по праву, когда я что-то транслирую, знаете, через свое лицо, там, через свою какую-то энергетику. Я там по праву. Ну, кого-то что-то не устраивает, ну, ваши личные трудности. А вот 9 пентаклей. И есть ощущение, что, может быть, многим кажется, что вы эту 9 пентаклей отжали у других. Да? Такая разбойница, короче, взяла, отжала. А вот мне надо, потому что мне нужнее. Это мое. Нормально? Сейчас посмотрим, конечно, о чем год, какой вы дракон.
Опять много огня, скорее всего, будет, да, здесь? Двоечек в качестве спойлера немножко затушила водой, но им надо, понимаете, разобраться в своих эмоциях и чувствах. Так, январь. О чем для нас январь? Ну, это денежки. Денежки, выплаты, премии, может быть, какие-то, да, может, вы там что-то тратите. А карты семейные, кстати, может быть, просто встречаетесь с близкими, знакомыми, друзьями. Но, наверное, знаете о чем? Тут, наверное, совет о том, чтобы мы импульсно сильно там ничего не тратили. Потому что, смотри, дракон, получается, в январе показывает потенциально сокровища, которыми ты можешь обладать. То есть тебе это могут подсвечивать, да? Ну, то есть, например, ты там не заходила там дорогие там магазины, и вот как-то внезапно зашла, да, та там сумка, которую ты думала, что она там стоит, запредельных денег, а она сейчас на сейле, там 50%, вполне ее можешь купить, и как бы это не означает, что ты какой-то нищеброд, понимаешь? Потому что, собственно, если мы вспомним с тобой дракона, который чахнул над златом, он же немножко Кощей. Да? Но при этом, смотри, мир тебе показывает, что даже там за меньшие деньги, да, можно обладать там какими-то возможностями. Сейлы — это вообще прикольная штука. Почему я говорю про сейлы? Потому что здесь не то, что поэкономить, здесь более, знаешь, какой жадный режим надо включить. При этом десятка пентаклей и солнце. Посмотри, как все-таки у нас открытый финансовый канал. Ты чистку делала какую-то, что ли? Чистку делала, признайся. Ой, ну ладно, давай. Февраль. Посмотри, как у нас все цветет. В феврале с тобой, наверное, какой-то жезл появляется в твоей жизни, раскрашенный, может, татуированный, как знать. Какой-то жезл. То есть смотри, на что-то энергия у нас есть с тобой в феврале. Да, молодой какой-то жезл. Прям любовник, что ли, молодой? Я прям вот смотри, эта колода для тебя абсолютно буквальная. Какая-то, значит, смотри, у тебя интересная развлекуха здесь. Может, любовник молодой, знаешь, может, просто какие-то новые начинания. Вот это я люблю практичные расклады, а то там эти карьеристы скучные, дурацкие. Так, март. А март мы, короче, пошли раздавать им звездные погоны, да? Вот это, конечно, сейчас тут всем случится чудо. Ну выборы же еще. Точно. Так, и о чем здесь? Пятерка мечей, четверка жезлов. Ну, смотри, если, собственно, вот этот жезл там хочет по легкости, ты, значит, ему слышишь, да? Только через свадьбу все. Ну, если, опять же, это какое-то начало там отношений, может быть, начало взаимодействия, да, ты начинаешь, на самом деле, как бы выстраивать свои условия. Все вот только через встречание. А он тебе, смотри, тебя, получается, пытается прогнуть под свои условия. Я ж не знаю, это работа ли там личная жизнь, но тебя пытается прогнуть, короче, под свои условия, потому что, может быть, ему кажется, что если он, типа, хороший любовник, то, знаешь ли, вертела он там, вот. А у него не получится, понимаешь? Не получится ему это делать. Здесь какие-то манипуляции со стороны короля мечей. А относительно чего, прям смотрим, прям пытается все это перекрыть тут тебе. Мечи, смотри, какая конфликтная ситуация. Пятерка мечей, двойка мечей, четверка жезлов, король мечей. Это, знаете, какие-то как попытки, может быть, удержать, подчинить и прочее. Что тебе делать надо? Что тебе делать надо? Угу. Так, тебе, короче, нужны на что-то деньги, потому что ситуация, которая решалась раньше проще, она решается теперь сложнее. С чем связано? Ну, я не знаю, с какими-то дорогами, может быть. Да, какие-то дороги, смотри, могут закрыться, например, и поэтому нужно делать что-то быстро, да. А
я не знаю, может быть, усугубление ситуации, поэтому там, не знаю, какие-то документы нужно сделать быстро, там какой-нибудь закон, знаешь, могут принимать внезапно, да, или там ситуацию с визами, это тоже нужно быстро делать. Прям какое-то важное принятие решения. Или знаешь, какая-то ситуация, когда вот тебя напугали, накошмарили, там, что это связано, например, с каким-то там банкротством, или нужно включиться срочно в какие-то финансовые игры, там, может, инвестиции, может, еще что, да, и ты прям принимаешь решение, прям вложить, короче, деньги, смотри, накопленные вполне возможно, накопленные. Я надеюсь, что тебе не придется никого от тюрьмы, знаешь, откупать. Нет, я просто говорю, что приключения возможны, понимаешь? Джунгли зовут. Пятерка жезлов, башня. Так, ну, я тут, конечно, намекать-то ж ничего не буду, но вот если у кого, собственно, дети призывного возраста, как знать, знаете ли, да, или там мужья, или еще что-то, вот, ну, просто я уж туда, слушайте, намекаю уже как могу, ну, пожалуйста, не пишите в комментариях, потому что меня просто за это выпилят с Ютуба, честно, ну, просто я намекнула, да, с чем может быть. Угу. Короче, да, это ситуация, которая у нас на март месяц, она достаточно сложная. Сложная, может быть, как бы экономически, там, политически, да, все. Короче, готовьтесь, потому что лучше, чтобы у вас все-таки была какая-то подушечка, да. Ну, конечно, могут быть еще, знаете, какие нюансы связаны с тем, что, например, вот ипотека, вы рассчитывали на одни условия, а они по факту другие совсем. То есть, да, здесь придется больше вложить денег, чем вы рассчитывали, или вот как-то, опять же, ну, какой-то, знаете, может, риск вложений там может быть. Ну вот да, прям надо будет, короче, крупную сумму денег какую-то. Нет, может, скажешь, вы в итоге что-то заработаете? Давайте так, вы вообще лишитесь их? Это в коня корм или не в коня корм? А вообще неизвестно, да? То есть сейчас еще пока непонятно. Сейчас еще пока непонятно, но это карта мира. Тройка пентаклей. Это знаете, наверное, про что? Это вот когда вам кажется, что вам действительно могут помочь, а придется делать все одно или самой, там, знаешь, или, например, не рассчитывать на какие-то агентства, которые что-то обещают. Или вот недавно я читала на ведьминском этом форуме ситуацию, когда девушка спрашивала, вот, ну, скидывала фотки и говорит, а вот этих накажут обидчиков, потому что они развели меня, то есть на крепитку, а я там типа не понимаю, ну, и понятно, что ты на мошенников нарвалась, короче, еще. Там понятно, что люди, которые рунические ставы советуют, то еще что-то. Вот, я бы, честно говоря, прям лишила магической лицензии многих, потому что нельзя советовать рунические ставы человеку, который в этом не понимает и не разбирается. Они предлагали просто тупо нарисовать, чтобы крючило-мучило этих обидчиков там, или в личку обратиться, чтобы те типа нарисовали эти ставы. Вот. Ну, просто я говорю о том, что, знаете, давайте мы не будем заниматься самодеятельностью, да, про то, что нужно тщательно понимать, вот эти вложения, они принесут перспективу или не принесут перспективу, понимаете? Такой какой-то момент внутреннего там разочарования может быть. Итак, январь, февраль, март, апрель. Апрель. Ну, что-то в апреле выдыхаем, потому что вот, смотрите, пьем кубок любви, двойка чаш, рыцарь чаш. Я надеюсь, девочка моя прекрасная, что это не какой-то брачный аферист. И вы тут денег заплатили, смотрите, вот, да, смотрите, что подсвечиваю. Вот любовник молодой, тут мы тут квартиру в кредит купили, да, машину заняли, соответственно, или он там резко заболел, короче, и нужно денег прям выплатить. Знаешь, о чем речь-то? Вот. И как бы, а потом, соответственно, какой-то момент влюбленности, это моя там королева или красотка. Может, такая же ситуация вообще не взаимосвязанная, просто это же прогноз. И, скорее всего, у меня такая яркая женщина, что всякое возможно. Мужчина тоже. Поэтому я просто вас предупреждаю, что такое может быть. Да, а тем более это еще и на расстоянии. Я надеюсь, что вы в переписке вас не будут доить на деньги. Потому что если это произойдет, не приходите ко мне на личные.
Потому что я скажу, что я вас предупреждала. Да? То есть, если будут такие попытки, смотрите, это больше попытки развести. Слушайте, ну, с одной стороны, хорошо, потому что вы, видимо, внешне выглядите как очень богатая женщина. Очень богатая женщина. Так. Так, январь, февраль, март. Вот март, видите, какой яркий. Апрель. Что у нас в мае происходит? Какая-то иллюзия, да? Угу. А это может быть, смотри, либо иллюзия отношений каких-то, либо иллюзия обещаний. Ой, как интересно, над вами прикалывается дракон там, потому что вот обратите внимание, что, ну вот смотрите, в качестве спойлера по 3 вариантам 3 разные тенденции, как испытывает дракон, да. В первый это больше на карьеристов, второй это про отношеньки, а вас на бабло, понимаете? И здесь такой вот момент, когда вас будут прям проверять на тщеславие и эго, да, поэтому, собственно, если у вас будет внутреннее желание какой-то показушности, там, сказать, что у меня там духи там за полтос, к примеру, да, или там что-то, вот, ну, короче, что-то показать, какую-то показушность, не надо, не светите деньги, пожалуйста. Это очень важный момент, потому что, ну, как знать, вот я же надеюсь, что здесь не налоговая, а просто какой-то брачный аферист, понимаете? Потому что если налоговая, то как бы это не очень хорошо. Проверки, да, всяко разные могут быть. Ну, просто сильно не светите, да, то есть, ну, а возможности-то есть, понимаете, заработать деньги. Они же не перекрываются. И вот здесь, наверное, у меня еще прогноз для тех, кто может работать в сфере бухгалтерии. А вот в сфере бухгалтерии, ребят, это про отмыв денег. Все, больше не могу сказать. Это, вы знаете, меня ваши финансовые директора потом найдут и уничтожат. Ладно. Понятно, да? Вот здесь какая-то прям в марте начинается замес какой-то на деньги. И вы эти денег можете либо лишиться, либо пострадать за них. Либо, ну, знаете, как вот начинает кошмарить. Может, не знаю, вот дай бог, чтобы это был просто какой-то любовник, который на iPhone себя попросит, понимаешь? Или на шубу. Это ничего серьезного не было. Потому что в мае тебя кормят обещаниями, смотри, да? Да, кормят обещаниями встречи, поездки и прочее. Либо, опять же, ситуация, которая связана с покупкой чего-то там, да? Либо это недвижка. Слушайте, у меня 3-й вариант – расклад для богатых людей. Вот честно говоря, если вы не богатый человек, то, может быть, это просто вот ваш потенциал, который дракон показывает. Знаете, бывает такое, что нас испытывают на богатство, и мы очень сильно теряем деньги на тщеславие, на эго, то есть вот эти финансовые пирамиды. Да, мы там заработаем, да, мы миллионы поднимем. И ты вот человеку говоришь, что, ну, знаешь, давай как бы немножко на ситуацию трезво посмотрим. Он говорит: Таня, ты что, ничего не понимаешь, да ты там в тренды, да там вот это все. Да? А потом как бы человек что-то теряет. Да? То в автоматах проигрывает, то крипта. Слушайте, ничего нет, ну, плохого именно как в цифровой валюте. А вот очень много мошенников, которые предлагают типа инвестировать, вот это, знаете, там, вот, потому что на это можно заработать только если ты в этом сильно разбираешься. Да? Они как кажется, да ты там без вложений 30 минут в день. Мы же хотим легких денег. Да? Нам же кажется, что мы же вообще все такие гениальные, что легкие деньги, а другие же зарабатывают, а мы как? Не понимая, что, собственно, там как бы вырыты ямы. Я сейчас не токсична про то, что легких денег не существует. Я про то, что мы, не разбираясь, пытаемся лезть в какие-то ситуации, которые нас нагибают потом. И вот, собственно, по 3-му варианту, как бы вам там не рассказывали, как можно разбогатеть или что-то еще там, слушайте, потому что мне кажется, что, знаете, такая тенденция, ну, наверное, в той стране, в которой вот я сейчас живу, да, что это вот как возрождение вот этих вот МММ, там, знаете. Хотя, с другой стороны, финансовые пирамиды, они же всегда были. Но вот сейчас вот такое ощущение, что как второе дыхание, что ли. Помните, вот эти рекламы там раньше были про сапоги, да? Купил жене сапоги. Чего еще человеку надо было? И все, он счастлив. Да? И многие несли деньги там купить жене сапоги.
Да? То есть вот какой-то момент испытания на богатство. А дракон же хитрый, да? То есть он, с одной стороны, вот это все подсветил, а с другой стороны, да, по морде хвостом дал. Вот здесь вот нужно обращать просто внимание. Кто тебя перехитрит? Дракон, который, условно, вот по твоему третьему варианту, он как дьявол выступает. Потому что он искуситель мощнейший. Что он тебя подсвечивает сокровища, и ты к этим сокровищам приближаешься, но если у тебя скиллов, навыков, разума не хватает, нифига не герой, да, тебя убили там на подходе к этой пещере. Вот так вот, трясти на деньги будут. Вот здесь вот, как я тебе говорила, смотри, опять иллюзия того, что тебе дают, того, что легко, того, что вот давай, там вот это все, мы там то бизнес, то вклады, то там, значит, не знаю, вернись там в город и начни там что-то с нуля, там, да все у нас получится, да, то есть у нас не бизнес-планы, у нас какие-то проекты, которые даже не прописаны на бумаге, а если не прописаны на бумаге, вы почему-то ни хрена их не проверяете. Да, потому что вы очень много верите на слово. То есть у вас реально очень легко купить вот на вот эту всю мишуру, и дракон это показывает. Не надо так. Вы у меня рациональные, вы у меня нормальные, вы у меня финансово грамотные. Вот, опять иллюзии, да? Смотри, январь, февраль, март, апрель, май. Да, то есть нас ну как тебе сказать, продолжают, как тебе сказать, кошмарить в иллюзиях ощущение, что мы как будто, знаешь, в какой-то другой реальности, не то что живем, да, а как будто в состоянии какого-то морока, в состоянии какой-то прям оморочки. Я, конечно, бы еще потом посмотрела на магических картах, есть она или нет, потому что, да, вот немножко как с завязанными глазами, прям кому-то поверили, да, и это все несете ресурсов. Понятно, да, что мы не вкладываемся в сомнительные предприятия, потому что, как вы видели уже, во что бы вы ни вложились в первой половине года, я не вижу для вас результата, да, вас просто разводят. Даже если это касается, смотри, допустим, покупки машины, там, не знаю, может быть, в кредит, кстати, а ты хочешь, а она классная, а ты по бюджету не можешь позволить. Вот, читай, пожалуйста, то, что указано мелким почерком, мелким шрифтом, потому что ощущение, что проценты, которые ты будешь платить, сильно больше, чем ты рассчитываешь. Понимаешь? Вот какой-то у тебя прям первая половина года нужно очень прям варьировать, как знаешь, ощущать, что тебя не обманут, потому что ты грамотный, да, то есть мы обращаем внимание на чеки, мы обращаем внимание, то есть на предложения, которые как бы нам поступают на обогащение, там, мы не занимаем деньги. Это очень важный момент, потому что есть ощущение прям испытания на финансовый канал. Ты видишь, как у тебя год начинается? При этом во многом иллюзии. А иллюзии знаешь почему? Потому что мы не совсем финансово грамотны. И здесь год нас заземляет. Да? Или вот смотри, какая ситуация. Вот надо тебе аккаунт там в инсте там раскрутить. Вот видишь, как у нас такой максимально земной расклад получается. И тебе говорят, вот у меня там кейсы, я там вот этих всех раскручивала. А по факту ты понимаешь, что люди, пшик, они ничего не умеют. И они не понимают, что никакая распаковка, она ничего тебе не даст. Они привыкли работать стандартными методами. Это уже не работает совсем, понимаешь? Вот. А деньги ты выложил, при этом большие достаточно. Ну, у меня больше вот, конечно, вопрос, что у вас какие-то вот аферисты про положение все же пишут. Семерка, да, чаш. Это иллюзорная карта. Тройка жезлов, то есть тебе вот это, как это, Лиса, Алиса и кон Базилио, да, которые там тебе вот это рассказывали, потом отжали у тебя деньги, соответственно, тебе корочку хлеба, а самим как бы все хорошо. В принципе, у тебя должен год пройти под состоянием знака умеренности. Июнь, да, смотри, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, начало лета о чем? Да моя ж ты радость, а? Как же вообще тебе прям радостно? Может, ты в отпуск поедешь? Девятка чаш. Ну, видимо, на что-то есть, понимаешь, финансы-то есть, правда? С чем связана девятка чаш? Такое ощущение, что ты делаешь что-то вопреки.
Понимаешь, вот тебя там близкие отговаривают, тебе это не надо и все нет, а ты все равно что-то делаешь вопреки, типа, да вы задолбали меня все, да я это хочу, да? 3 девятка жезлов, как бы девятка чаш, то есть ты вот как будто заставляешь себя что-то сделать для себя любимого, для себя любимой. Вот, да? Это, например, там тебя отговаривали, короче, покупать китайскую машину, а тебе настолько нравится кузов вообще. Я не знаю, что, может, там педалька какая-нибудь розовая классная. Тебе говорят, да это все не надо там. Вот, там, да купи немцы. Такие, нет, хочу вот розовую педальку. Понимаешь? Вот, и ты это делаешь. Ты это делаешь, тебе так кайфово, понимаешь? Тебе реально так кайфово. Еще, кстати, для девчонок могу читать, которые, значит, это... типа вот вышли из вот этих вот всех абьюзивных отношений, начинаю женским практикам учить. Да, я вам расскажу, короче, как надо. То есть я не совсем пока в этом понимаю, но я расскажу, как надо. Так. Июнь, что у нас еще? Ну, вообще, как бы июнь, это 6 жезлов и сила. Слушайте, если это касается какой-то, смотрите, там, не знаю, личной жизни, и мы решили просто, что все, мы живем для себя, то знаете еще о чем? Здесь может либо обучение, либо какой-то ваш интерес, ну, это я сейчас для девочек читаю, это либо сексуальная сфера, соответственно, да, ну, как бы либо вы обращаетесь туда там за помощью, к примеру, либо сами начинаете то ли практиковать, то ли преподавать, вот такое вот всё. Ой, у вас столько энергии появляется, вам же кажется, что вы такие всемогущие, что вы тут ухватили дракона за хвост. Так, январь, февраль, март, апрель, май, июнь. Жаркое лето. Июнь. Июль, август, сентябрь. Июль, август, сентябрь, июль. А вот в июле как раз, да, вы поймете, что вас обманули. 4 пентаклей как-то, да? Где-то вы денег можете пожалеть, смотрите. Где-то вы там скажете, да блин, это была такая импульсная покупка, да нафиг оно мне надо было. То есть мы раскаиваемся. Да? 4 пентаклей, 3 чаш. Но при этом все равно продолжаем радоваться. Да? Продолжаем радоваться. То есть, может быть, это просто семейная карта, это может быть семейный отдых, да, семейные какие-то путешествия, да, что там еще 3 чаш. Так, луна, десятка жезлов. И, может быть, знаете, мы это делаем просто, чтобы порадовать своих близких, да, и я надеюсь, что вы не влезаете в кредит. Я же говорю, что дракон будет искушать всячески, а влезаете в кредит, чтобы порадовать близких своих, да. Они не понимают, смотри, по луне и по десятке жезлов, что тебе сложно, что ты это что-то не тянешь, да, или, например, там предлагают тебе какой-нибудь поехать там на ретрит на Бали, и ты прям берешь под этот кредит, понимаешь? Вот о чем. Август. Так не надо. Август показывает, да, кто там гулял как летом, потому что король мечей. Сейчас посмотрю, о чем. Король мечей, король жезлов. Потому что смотри, вполне возможно, что если у тебя этот молодой жезл все еще задерживается, да, и, значит, ты его в кредит вывозишь там куда-нибудь, не знаю, на Бали. Да я шучу, это же понимаете же, что ирония, да, все. То как бы деньги закончились, и он такой сваливает. Вообще на самом деле нет. Потому что, как бы, смотрите, энергии женской у вас как бы меньше не становится. Абсолютно не становится меньше женской энергии.
Но опять же, смотрите, может быть, это возвращение бывшего в статус нынешнего, потому что король мечей, смотри, король жезлов и влюбленные. А может быть, знаешь, на твоем горизонте наконец-то появляется нормалды. Нормальный такой, понимаешь? Потому что мечевой король, в принципе, да, который еще прям вкладывается как король жезлов, это достаточно хороший ресурсный дядка, да? А появляется, потому что вот карта влюбленные показывает, может, ты знаешь, какое-то знакомство у тебя интересное, потому что все-таки для любви к тебе в августе приходит мужчина, при этом достаточно резко. Пусть не пугает карта короля мечей, рыцаря мечей, восьмерка чаш. Такое ощущение, что вот прям как-то синяя лошадь, да, и синевой разбавит мрак, потом исполнит все твои желания. Фигак. Вот. Просто после ощущения все-таки, может быть, что тебя там либо использовали, либо не было ощущения, да, обратных каких-то вот вложений там. После принятого решения, да, вполне возможно, да, что у нас могут быть отношения с переходом на следующий уровень. Но это уже другой человек, вряд ли тот что-то одумается, потому что, как правило, нет. Мы таких мужчин, которые нам не соответствуют, выбираем пострадать. А тут вот смотри, прям в августе тебе приходит. Так, сентябрь. Ух ты! А что это у нас такое? Слушайте, не всегда на самом деле тройка мечей как плохая карта. Я уже как одна, знаете, это тарологиня, которая десятка мечей трактует как иглоукалывание. Так что мои прекрасные, не всегда тройка мечей о том, что вам на биоматериалы делают приворот. Я шучу сейчас, потому что тройка мечей – это как и башня, выход из иллюзий. Да, и выход из иллюзий. А еще, кстати, бывает, что тройка мечей – это карта контрзависимости, когда в вашу жизнь должно прийти что-то хорошее, но в жизни было одно говно, и кажется, что следующее тоже говно, да, потому что как бы другого вкуса мы пока не пробовали. Извините меня. Если ты привык к масс-маркету, ты смотришь одежду из люкса, да, и ты даже не всегда можешь определить, что это настоящий шелк там или еще что-то, потому что ты к этому не привык. Ничего плохого в этом нет. Просто мы не привыкли. И бывает как бы такое, что вроде и хорошее, а ты такая, фу, да как это может стоить денег? Да, это мы-то за бренд переплачиваем. И ты не видишь, что там ровные шовчики, и ты не видишь качество ткани, и ты не видишь, например, что это настоящий кашемир, как бы не синтетика, а значит, как бы, что ты не вспотеешь там, да, и не замерзнешь. Это все метафора, потому что мне хочется, чтобы вы многогранно все воспринимали. Сейчас посмотрим, почему тройка мечей. Вот, да. Либо это какое-то разочарование, потому что у нас были иллюзии относительно человека, да. Либо когда он начинает проявляться как император, нас это не устраивает. Мы такие, чё? Чё? И нам, придется, смотри, либо жить, как бы вот, понимая, что перед нами живой человек со своими какими-то тараканами. Либо это про то, что этот человек еще не до конца развязал отношения со своей, например, бывшей женщиной, и у вас начинает опять вот этот тремор конечности по поводу того, что меня не выбирают. Это опять же вот проверка, да, я же говорю, что драконы очень сильно проверяют на деньги, на тщеславие, на вот это все, как меня не выбрать? Я же такая там дракониха в 5-м поколении, знаешь? Но это уже после того, как ты слилась в эти все юные жезлы. Так, окей. Угу. Так, а что это у нас? Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Угу. Окей, давайте дальше смотреть. Слушайте, какая насыщенная жизнь по всем 3 вариантам. У меня ощущение, что я смотрю прям сериалы, но только они разные киностудии, знаешь, с разными актерами, с разными сюжетами, потому что все безумно интересно. Давай смотреть твой зимний период. Октябрь, ноябрь, декабрь. Вот знаете, что меня радует вот на протяжении всех 3 вариантов, что нам прям показывают, в первую очередь подсвечивают, что мы обычные люди, что у нас, правда, вот обычные проблемы. И несмотря на то, что многие эзотерики, многие там прокачанные, понимаете, когда мы в эзотерике, в магии, давайте буду говорить, мне уже не нравится, как просто изнасиловали слово эзотерика, хвост и гриву. Вот. А кажется, что мы как бы более осознанные, но это да, но мы же не перестаем быть живыми людьми, это очень важно. И у нас все равно будут какие-то проблемы. Просто другой вопрос, как мы с ними справляемся, да? Насколько быстро мы выходим из кризисной ситуации. Вот в чем дело. Да? То есть насколько мы открыты к получению информации, которая поможет нам что-то предотвратить.
И вот мне прям подсвечивают 3 типа категорий, да. Как будто вот вы с 3 сторон сидите там в зрительном зале. Зеленый вот сюда, да, у желтых вот такие проблемы, у синих вот такая история. Что, давайте зимний период смотреть? Октябрь, ноябрь, декабрь? Октябрь? Ноябрь? Декабрь? Октябрь? Ой, опять мы кайфажорим. Слушайте, деньги есть. Нет, ну, может, вы, конечно, просто в какой-то момент прям решили брать из жизни удовольствия всяко разные. А поскольку мы это хотим, да, нам жизнь как-то подсвечивает. Поскольку мы привыкли, не, даже не привыкли, хотим брать, короче, вот разные нюансы, хотим попробовать разные там вкусы, эмоции и так далее. Вот есть ощущение, что мы прям, да, все это празднуем по 9 чаш. Опять мы, короче, ушли в состояние довольных котиков. Октябрь. И о чем здесь довольны котики? А вы знаете, с честью вышли из какой-то ситуации. Может быть, мы завершаем какую-то учебу, и так можно выдохнуть немножко. Может, кто-то диплом там дописал, может, еще что-то, да, или там премия какая-то светит. Да, 100%, смотри. А как вот переход на новую должность, там, на работу, еще что-то, потому что, ну, туз пентаклей, как шанс, знаешь, какой-то. Но пусть тебя карта пажа меча это уже не смущает, это, наверное, про заслуженный отдых. Но я не могу сказать, что вы сильно напрягаетесь в этом году. Понимаете? Я не могу сказать, что это прям какое-то сильное напряжение. Да, где-то что-то местами, да, где у нас мы просто сами себя где-то заставляем больше работать, а сильно-то и не надо. Но мы это делаем для кого-то. Потому что, знаете как, на самом деле дракон про то, чтобы у нас расширялось вот это вот наше ментальное энергетическое поле на наши хотелки. И для того, чтобы мы это увидели, нам подсвечивают партнеров, которые хотят больше, чем мы. Ресурсы у нас на это есть, и мы начинаем вкладываться в их благополучие. Потому что где-то внутри сами себе еще не разрешили это благополучие для себя. Ну и потом понятно, что травмочки, мы там хотим, чтобы партнер там был счастлив, раз он у нас с нами там, и вот это все. Как бы молодой же жезл. Понятно же, да? Окей. А он, конечно, не очень же осознанный. И он, скорее всего, действительно на своей вот этой молодой энергии увлекает вас в круговорот приключений сильно, так как там так, да, хочется пострекозить немножко, хочется прям кайфануть все же, потому что, видимо, вы уже, как сказать, научились вы работать. Я же говорю, я читаю для богатых людей. Или, например, там, смотри, для женщин, у которых есть там пассивный доход, еще что-то. Короче, смотрите, здесь деньги, какие-то сбережения есть. Здесь самое важное очень грамотно ими распоряжаться, потому что на протяжении года появляются всякие охотники, да, из-за того, что вы, как это сказать, ваши ресурсы, они не циркулируют, они где-то статично, да, их хотят как бы либо отжать, либо забрать и так далее. Если это не касается денег, потому что я как-то рассказывала, да, мужчина приходил на консультацию и спрашивал, почему меня считывает очень богатым человеком, у него энергетика такая. Так, может быть, вас тоже считывают как очень богатого человека, а вы как не очень. Вот, да. Но здесь вот смотрите, прям какой-то либо выигранный спор судебный может быть, потому что все же паж мечей, это у нас карта связана с воздухом, да. Может быть, будут какие-то попытки пошатнуть ваше благополучие, но как-то нет. Нет, нормально. Нормально. Тут, может быть, знаешь, в какой-то момент вы сейчас скажете, а что это слишком много наслаждаюсь? Вдруг я трачу много денег, а вдруг у меня там типа денег дальше не будет? Да, вот такие какие-то мысли. Но при этом ощущение, что еще есть какие-то источники, из которых они могут прийти. Смотрите, как много все же изобилия. Не просрите, пожалуйста, потому что здесь, конечно, смотрите, вот получается, что если вы не ведетесь на эти провокации, как вот, ну, в конце года дракон начинает нас немножко вознаграждать за это. Да? Вот здесь вот уже показывает истинное золото. Вот там была бутафория все. А вот здесь вот показывают уже истинные дары года. Так. Ноябрь, декабрь. Ага. Тут кто-то
приехать издалека может. Карта мира. Может, правда, путешествие за границу, может быть. Ноябрь. О чем здесь карта мира? Да, есть такое, смотри, еще и жрица. Я очень люблю эту карту читать еще и как документы. Да, есть такое, да, либо приглашение куда-то, соответственно, либо открытие визы по двойке жезлов. Я сейчас очень часто, на самом деле, употребляю эти темы, потому что я понимаю, что они актуальны. Вот. Как новое приглашение куда-то, да. И при этом, смотрите, это вам дается по легкости. Нет, ну, кто-то может, конечно, забеременеет, попажу чашу, уедет в какую-нибудь Аргентину, чтобы сразу гражданство ребенок получил. Ну, как знаю, я не знаю, вообще всякое может быть. Потому что у меня ощущение по третьему варианту, что ваша жизнь, она все-таки, ну вот в 2024 году, там как будто либо очень много путешествий, либо вот как-то много очень жарких стран. Я не знаю, может, у вас мужчина будет какой-нибудь, знаешь, там, араб там, или афроамериканец, потому что очень много, знаешь, такой ход, очень, очень горячий дракон получается, да? Такой очень материальный дракон. Я не вижу вас в отшельниках сильно, честно. Как будто из тени выходит. Но при этом творите какие-то такие безумные вещи, вот, на которые раньше не согласились бы, может быть, но не то, что это плохо вам как-то, это когда степень открытости выше. Потому что вы прям как будто прям подсвечивают какие-то интересные энергии, и вы хотите все попробовать. Интересно. Декабрь. Ух ты, тут какие-то мы стоим прямо на пороге изменений. Да? Сейчас посмотрю, о чем здесь девятка мечей. Что за бессонница? От кайфажорства, да? Да. Это вот очень похожая как бы ситуация, когда нам кажется, что либо счастье закончится, да, либо я пострадаю за это счастье, либо я какие-то, знаешь, как говорят еще, что если кому-то прибывает, значит, у кого-то отнимается. И мы очень переживаем по этому вопросу, что если у нас хорошо, что у кого-то плохо. Есть опять какой-то момент контрзависимости, когда мы не принимаем наше счастье, да? Мы очень боимся, потому что здесь, смотри, вот императрица, а чего мы боимся? Мы реально боимся счастья. Мы боимся вот этого ощущения, которое дает нам императрица. Очень сильно боимся. Вот императрица и солнце, что правда у тебя может быть все хорошо, понимаешь? И семья у тебя может быть, и деньги, и удача. Потому что здесь дракон хочет вознаградить, а здесь уже нужно понимать, ты готова к подарку дракона ты или нет. Потому что тебе же кажется, что подарок-то с подвохом, да? Короче, смотрите, о чем здесь третий вариант? То есть, в частности, да, о чем как бы у нас прогноз основной, это про то, что вы настолько задолбались, что очень хочется, чтобы мир взял на ручки, но только если в отличие от второго варианта там абсолютно какие-то семейные истории, и там нужно отрастить зубки, чтобы вот просто из этого выйти, да, вам здесь нужно в удовольствие, да, потому что у нас здесь энергия жезлов и энергия пентаклей, абсолютно земные. Это, это деньги, это момент каких-то обязательно чувственных удовольствий и наслаждений, потому что вам действительно нужно в 4 году, да, выйти в состояние коннекта со своим телом, состояние высоких проводимости энергии. Поэтому я вижу, кстати, в вашем поле, я не знаю, может быть, это духовные практики, может быть, это ретриты, может, еще что-то, жаркие страны мне фонят, может, вы там переедете, вот, но именно из-за любви, понимаете, именно из-за любви, вот, 8 пентаклей, вот. А еще, смотрите, такое может быть, что не складываются отношения в определенной стране, потому что, например, там менталитет не тот, или типаж, там, да, и вот вы приезжаете в другую страну, и вы там реально на расхват, потому что и типаж, и менталитет, и вы прям вписываетесь вот в среду. Вот здесь вот тоже нужно обратить внимание, что, может быть, пока вы в таком немножко законсервированном состоянии, потому что вы не в то время, не в то время, наверное, можно так сказать. Короче, не в том месте, да, не в том времени, вот как вот. А тут нам нужно просто, чтобы мы
встали на свой путь, мы увидели, где нам жить хорошо, где хотели бы жить, да, мы как бы увидели, куда мы хотим, как мы хотим зарабатывать деньги, да, сколько мы хотим тратить на себя, сколько на близких, потому что здесь очень важен как бы вопрос финансовой грамотности, потому что это испытание, возможности открываются, мы ими пользоваться не умеем, а если пользоваться не умеем, мы просто глупо просираем. Это вот если бы, например, там выиграли, не знаю, $1 миллион, да, а мы даже не знаем, как ими распорядиться. И многие сейчас скажут: да дайте я выиграю, я там вот это распоряжусь. А сколько вы знаете случаев, когда люди выигрывали в лотерею, а потом все спускали или спивались, потому что на уровне тела же не готовы были принимать, понимаете, вот эти изменения жизненные. Это ж кажется, вообще, что тут такое, да дай мне денег, я распоряжусь. Да вы просто сядьте себе и пропишите вообще, вот сколько вы сейчас зарабатываете, на что вам сейчас не хватает. Вот если эта сумма появляется, да, то есть как бы, что и как в вашей жизни меняется, подойдите к этому рационально, да, потому что дракон здесь любит рациональность. Он про то, что говорит: смотри, у тебя может быть золото, ты можешь быть драконом, у тебя может быть эта пещера, но ты как бы к этому готов, чтобы у тебя ничего не разворовали, соответственно, всякие гномы, вот, брачные аферисты, да, чтобы ты не спустил на какие-то непонятные проекты, ты готов к испытанию золотом? Вот такая вот интересная позиция была по третьему варианту. Не орите, пожалуйста, что готовы, потому что ведь 90% мы все не готовы. Давайте уж по-честному. Вот, но зато есть шанс все-таки это испытание дракона пройти. Удачного Нового года. А с вами была я, ваша нейроведьма.